Призрак на кухне. Женщина в этом страшном видео, кажется, напугана тем, что происходит в ее доме. Она решила снять на камеру как можно больше странных событий. Когда она решает пойти на кухню, мы сразу слышим страх в ее голосе. Она говорит, что одна из тарелок на ее сушилке движется сама по себе. That plate's moving again. Oh my God, guys. Oh my God. Oh. Oh. Why are you doing this to me? На видео мы действительно можем увидеть, как она движется вверх и вниз, без объяснения причин, как будто пытается выбраться из сушилки. В конце концов, тарелка перестает двигаться, но дальше все становится намного хуже и страшнее. Женщина подходит немного ближе к кухне, но столовые приборы, которые находились в контейнере, быстро слетают со стола вниз, создавая страшный шум. Кажется, что женщина еще не может отправиться от шока, но нечто мистическое продолжается. Желтая тарелка, которая двигалась в самом начале видео, летит прямо на нее и падает на пол. Эта женщина утверждает, что видела много потусторонней активности в своем доме, которая ее жутко пугает. Сан Хейвен. В этом ролике автор отправляется в печально известное здание Сан Хейвен в Северной Дакоте, которое было построено в 1919 году. Поначалу это было здание, где проводили лечение туберкулеза, а затем оно было переоборудовано в психиатрическую больницу и было таким вплоть до своего закрытия в 1980-х годах. Говорят, что тысячи пациентов скончались в Сан Хейвене во время его работы. Кроме того, есть множество сообщений о паранормальных явлениях. Кто-то видит силуэты в окнах, кто-то слышит звуки шагов, кто-то крики. Автор отправляется в заброшенное здание ночью, взяв с собой только камеру ночного видения. И в полном одиночестве, по крайней мере, он так думал. Okay, those were footsteps. Oh, shit. Damn, these stairs. Слышны звуки шагов, как будто кто-то поднимается по лестнице. Но желая все заснять, автор идет наверх, но никого там не находит и продолжает свое исследование в надежде заснять что-то жуткое. Okay, as creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened, and I'm pretty sure that's what it was. See, look at that. See? Holy shit. Still creepy as hell. Дверь жутко открывается прямо перед ним, но автор говорит, что он почти уверен, что это был просто ветер и двигается дальше. Через некоторое время ему удается заснять это. Hello? Whoa, what was that? Dude, I think I just saw something.
Could you appear like that again? Oh my god, dude, it is cold over here. Oh my god, it just went into that room! Dude, it just flew into here. What the? Oh, dude, that was crazy. I just saw you. Did you just go into this room? I need to go in there now. Dude, it literally sounded like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. Ma'am? Could you speak again? I think I just heard you. Oh! Oh my god. Okay, you really spooked me there. I did not expect that. Did you just knock on a wall? Could you knock on it again? She is communicating with me right now. Шар появляется прямо перед ним и исчезает в коридоре. Автор видит это и просит его появиться снова, но ничего не происходит. По мере продвижения он чувствует, как воздух становится холоднее. И тут из ниоткуда шар появляется прямо перед ним и влетает в соседнюю комнату. После он слышит голос, который, похоже, ему что-то говорит, но это было не последнее, что он услышал. Hello? Oh my god. Oh, okay. Run towards it. Oh god. Dude. What the came from out here. Hello? Sound like a cry for help. Oh God. Он услышал что-то, что звучит как «помоги мне». Автор бежит по коридору, чтобы посмотреть, кто или что могло издать этот звук, но он никого не находит. Он двигается дальше и решает достать фотоаппарат и сделать несколько снимков. И от того, что ему удалось заснять, у него по спине побежали мурашки. Take pictures down this hallway. A lot of people say they see shadow figures. Basically in all areas of this place. I'm hoping to catch one in a photo. If there's anybody down this hallway, could you appear for me? What was that? It sounded like a breath.
Was that you? Okay, I'm hearing noises all around me right now. Whoa, I think I got something on here. Dude, that was like a figure. Oh my god, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Holy shit. Dude, that was crazy. I just caught like a photo. Holy crap. Are you standing by this window? Holy crap. That was so freaking cool. Could you appear again? Whoa, dude! I just got that in the freaking camera. Holy crap. Таинственную белую туманную фигуру можно увидеть стоящую у одного из окон заброшенного здания, а через несколько мгновений белый туман просто растворяется в воздухе. Зрители были в напряжении на протяжении всего исследования в Сан-Хейвене, и многие были едины во мнении, что он заснял реальную паранормальную активность на камеру. Призрак на заднем дворе. В этом ролике что-то попало на систему внешнего видеонаблюдения дома. Давайте посмотрим. Неизвестная белая линия, либо фигура, движется слева направо. Сначала кажется, что это может быть просто неисправность камеры или какой-то сбой. Однако почти сразу мы наблюдаем, что на это нечто реагируют датчики движения, и на стене гаража включается свет. А еще через несколько секунд свет включается уже на самом доме автора ролика. Когда ролик впервые попал на YouTube, он стал довольно популярным, и многие сразу же назвали это нечто призраком, снятым на камеру. Другие зрители имели другое мнение, предполагая, что какое-нибудь небольшое животное, пробегающее рядом, могло вызвать включение датчиков света, а белая фигура может быть просто туманом. Странная фигура. Данное видео, заснятое в больнице, популярно в азиатском сообществе YouTube и TikTok. Мы можем видеть, как фигура стоит над пациентом. Она не шевелится и ничего не говорит, а просто наблюдает. Видео заставило зрителей задуматься, не является ли эта фигура тем, кто сопровождает человека после смерти на другую сторону. Первые думают, что это может быть ангел смерти. Вторые считают, что это какая-то темная сущность. Третьи не видят в этом ничего особенного, так как это может стоять обычная девушка. Но из-за правильно выбранного момента съемки видео, ролик вызывает подобные эмоции. После ритуала. Популярный исследователь паранормальных явлений отправляется в Перу, чтобы исследовать кладбище, в котором предположительно обитает привидение. Кладбище расположено в очень опасном районе города, поэтому неудивительно, что автор ролика немного нервничает, находясь там. Он внимательно следит за любой подозрительной активностью вокруг него, особенно за людьми. Уже стемнело, и только сейчас мужчина начал свое расследование. И вскоре он замечает именно то, чего он боялся.
visiting someone or what? I could barely see with this. I'm gonna have to get a little bit closer. Right now I'm hiding behind a tomb area. The location where I was just at is further way up there. I'm not sure if you guys could see it, but it's just way up there. It's not, but I'm not seeing any signs of movement. They're still there in the dark. I'm just kind of waiting here. Wait, I got movement over there. Look, they're leaving. 1, 2, 3, 4. Группа людей, кажется, совершает какой-то странный таинственный ритуал на кладбище. После того, как они наконец уходят, автор ролика осматривает это место, где только что сидела эта группа. Он обнаруживает что-то похожее на куклу Вуду, вместе со свечами и другими страшными предметами. Затем автор вдруг начинает слышать звуки смеха, которые доносятся откуда-то среди могил. А что произошло дальше? Смотрите сами. What the hell is that? Hola? Hola? What was that? Hola? Holy, I literally saw something peeking out at me right over here. Видно, как кто-то смотрит на автора ролика, но когда он быстро подходит к этому месту, то там никого не оказалось. В ужасе от того, что он только что пережил, мужчина больше не чувствует себя в безопасности и решает просто покинуть это кладбище. Орбы. Команде исследователей паранормального удалось во время очередной записи своих роликов заснять кое-что интересное. Посмотрите. Tak už si předtím asi nebyla, ty člověče. No jak se nehýbeš, tak ti to asi nenabírá. Мы видим, как что-то пролетает перед камерой и как будто растворяется в одном из членов команды. Команда была заинтригована этим странным шаром, который проплывает мимо. Что вы думаете об этом? Как говорят сами исследователи, ролик был снят в здании, где, как говорят, обитают привидения. Многие зрители увидели здесь проявление энергии с того света. Скептики говорят, что это просто пыль или обломки, проплывающие мимо. И так вполне можно подумать, учитывая то, что это заброшенное здание и в каком состоянии оно находится. Агрессивный призрак. Следующее видео, как говорят сами его авторы, одновременно странное и страшное. Исследователи паранормальных явлений во время ночи, проведенной в доме, известном деятельностью полтергейста, столкнулись с чередой необычных событий. Они рассказали, что дверь отпиралась и распахивалась сама по себе, даже если они ее закрывали на замок. Посмотрите сами. That's the door. The door behind you? Yeah. It's wide open. No, it's not. Yeah, it is. Hello? Мужчины слышат звук открытия двери, идут к ней и видят, что она распахнута.
Также они рассказали о случаях с потолочными светильниками, которые ритмично качались назад и вперед, будто их кто-то толкает. What? Bro, oh, shh, shh, shh. What is that? Don't with me. I'm not with you. What is that? No way, that's a do-it-yourself thing again. Wait. Любители паранормального считают, что это мог быть полтергейст, так как далее они столкнулись с перемещением предметов. Когда авторы спускались на первый этаж, то услышали необъяснимый звук, а потом увидели, как книги и буклеты падают с полки прямо на их глазах. Oh, whoa. Oh, hold on, bro. Hold the on. What the Stop everything. You saw all that? Причем это было довольно агрессивно. Книги падали с такой силой, будто их кто-то ронял специально. После того, как они покинули этот дом и поделились этим видео со своими зрителями, им рассказали, что они упустили одну деталь. Когда они были сосредоточены на книгах, не увидели одно загадочное событие, произошедшее прямо у них под носом. Мы видим, как лампа зловеще раскачивается прямо над ними. Об этом внимательные зрители написали им в комментариях. Ванная комната. Девушка из следующих жутких видео утверждает, что в ее доме обитает привидение. Она говорит, что в течение некоторого времени у нее дома происходят странные и необъяснимые явления. А именно, в ее ванной комнате по ночам слышны странные звуки, и предметы движутся сами по себе. В поисках ответов она решила записать все происходящее и поделиться этим видео в ТикТок. Она надеется, что кто-то ей сможет помочь. Okay, so I have been trying to catch this on video for at least 2 weeks now. I have been seeing things move. Everybody thinks I'm nuts. I know what I saw. There's nobody here. My doggy. Okay. Okay. Come on, ghost, if there's a ghost in this house. Oh my god, oh my god, oh my god! Okay. Oh my god, I told you. Okay. Oh my god! Девушка просит призрака проявить себя, и сразу после этого ящик медленно открывается сам по себе. Она осторожно приближается, но затем ящик самостоятельно закрывается. Зрители ТикТока были настроены скептически, поэтому девушка решила загрузить еще одно видео, но которое было снято за пару недель до событий в первом ролике. В следующем видео она просто отдыхает в своей постели, но тут ее снова беспокоят звуки, которые доносятся из ванной комнаты. You scared? Yeah. Sometimes you hear noises, sometimes things get thrown off the counter. I just want to make sure that you see nothing because this is really creepy. I'm so over it.
Come on, John, hurry up and get home. I don't want to touch it. That's just the cat box. Ящики снова открываются и закрываются сами по себе. Кроме того, девушка показывает, что за ними никто не прячется и нет дополнительных устройств. В следующем ролике свидетелем паранормального в ванной комнате стала ее дочь. Mom! Where is it? Okay. Oh, it's right here. Oh my god. Oh my god. Mama! Можно увидеть, как дочь что-то ищет, как вдруг ящик снова открывается. Само собой, ее это пугает, и не задумываясь, она убегает в страхе из ванной комнаты. Пользователи TikTok испугали эти видео, и многие зрители проявляют девушке сочувствие. Другие предложили ряд решений, от сжигания шалфея внутри дома и вплоть до переезда. Скептики же говорят, что все это сделано для просмотров, однако неподдельный ужас на лице дочери говорит об обратном. Призраки, больницы. Наше первое видео найдено на YouTube. Мужчина идет в больницу ночью и снимает нечто паранормальное. Давайте посмотрим. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Ah, la puta! La mierda. ¡Oh, la mierda! ¡La mierda! ¡Hola! Mames, me cagué. Me cagué. Он видит, как сам по себе движется какой-то предмет. Но что это могло быть? Это его действительно пугает, поэтому он решает спрятаться в одной из комнат и проследить, что же будет происходить дальше. Мы видим, как он случайно натыкается на палату с куклой внутри. Мужчина выглядит очень напуганным и пытается понять, что же происходит в этой больнице. Сам ютубер считает, что здесь точно обитает нечистая сила, и даже снимает на камеру нечто неожиданное. Смотрите сами. ¿Qué fue eso? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Está alguien ahí con...? ¿Qué es eso? Se escucha como un ruido. Hola. Uy, güey. Sentí como que alguien me tocó, cabrón. Hola. ¿Está aquí alguien conmigo? Esta madre es el oxígeno. Todavía sigue funcionando, pero este muñeco me da mucho miedo. Me voy de aquí mejor, cabrón, porque la neta... Ay, güey. Escucho como... ¡Ay, güey! Когда мужчина на миг отвернулся, кукла повернула голову, устремив взгляд прямо на него. Комната страха. Следующее видео найдено на YouTube. Оно снято молодым человеком по имени Али. Как считает автор, его преследует демоническая сущность, и он смог заснять ее на камеру.
What the Парень проснулся от дребезжания дверцы шкафа и мерцания света. Али встает, чтобы взглянуть, что происходит. What the Stop it! Когда он спускается вниз, то никого не находит. По мере того, как он проходит через свой дом, музыкальный проигрыватель включается сам по себе, и музыка становится все громче. What do you want? Stop! Парень решил использовать детектор движения, чтобы посмотреть, кто же действительно находится в этой комнате. Ow. What was that? I just got shocked by my phone and it just got much. Детектор фиксирует то, что не видит сам Али. Holy You guys see that? You can even see the shadow. Like, you can see the dark figure there too. What the Can you guys see that? Like, you guys can see that figure too, right? Am I crazy? It's literally... В других комнатах ничего потустороннего он не находит. Молодой человек говорит о том, что как только он подходит к этой комнате, ему становится холоднее, и сам он не может поверить в то, что заснял. Кто-то в темноте. Это видео размещено на Reddit. Оно заснято не на лучшую камеру, поэтому довольно размытое и даже пиксельное. Но я хочу сказать, что если вы достаточно пристально посмотрите на экран на протяжении всего отснятого материала, то наверняка очень сильно испугаетесь. Только посмотрите. Вы видите это? Парень находится у себя дома, но кажется, он совсем не один. Он предполагает, что призрак, которого вы можете увидеть, передвигался в темноте. Видео хоть и короткое, но достаточно жуткое и атмосферное. Молодой человек не уверен в том, что именно ему удалось запечатлеть на камеру в тот день. Но он убежден в том, что это связано с чем-то паранормальным. Игрушечная машинка. Следующий ролик был найден на Facebook. Автор ролика говорит, что данный фрагмент был снят на камеру видеонаблюдения, которая расположена в его гараже. На видео, снятом уже почти под утро, имеется игрушечная машинка ребенка, как вдруг она начинает двигаться сама по себе. Самая жуткая часть его истории заключается в том, что автор ролика утверждает, что в то время, когда были сняты эти кадры, аккумулятора в машинке не было, так как он был изъят и находился на зарядке. Рука дьявола. В этом ролике команда исследует жуткое заброшенное здание. В один момент они начинают слышать громкие хлопки и жуткий шепот. Не похоже, что это был голос оператора. По мере того, как они проходят через дом, проявления паранормального становятся все более очевидными. Allah. Abi bak buraya ne zaman girsek o kapı üstümüze kapanıyor.
На втором этаже все становится еще страшнее. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Звуки доносятся отовсюду, и исследователи начинают нервничать. İfrit! Allah! Arkana bak, arkana bak, arkana bak. Allah! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Внутри этой штуки что-то есть. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oğlum. Как будто что-то хотело вылезти наружу, но, возможно, оно уже выбралось. Allah! 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 Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan baksana oraya. Abi sen niye kilitleniyorsun oğlum? Неожиданно снизу появляется рука и быстро исчезает. Авторы ролика предположили, что это рука дьявола, и что он не позволит ему уйти оттуда. Koş koş koş. Var mı bir şey? Abi bir şey yok. Tuvalete de bakıyorum. Затем это снова повторилось. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şurayı aç. Авторам удалось заснять довольно-таки пугающее видео. Некоторые зрители согласились с ними в том, что они встретили дьявола в этом доме, и то, что им удалось уйти, большая удача. Скептики говорят, что ролик выглядит слишком наигранно, в соответствии с каноном жанра ужасов. Оно тебя не тронет. Данное видео было опубликовано на YouTube, и начинается оно весьма безобидно. Мы просто наблюдаем за молодой девушкой, которая играет со своим домашним питомцем. Сначала кажется, что это всего лишь милое и безобидное видео, но это не совсем так. You look so tired. No, it's tired. I know you're tired. Спустя время мы видим, как один из обеденных стульев внезапно отодвигается назад. Молодая девушка рассказала, что в тот момент она была шокирована, увидев это, и поэтому просто смотрела на стул в полном недоумении. Когда стул отодвинулся еще дальше, девушка быстро покидает свое место вместе с домашним любимцем. До сих пор неизвестно, что произошло в этом видео. Был ли это какой-то призрак, играющий с этой семьей, проявление полтергейста, а может, простая постановка. Лицо дьявола. Следующее видео снято автором, который до этого не имел опыта работы с паранормальными явлениями. Через некоторое время после того, как он переехал в свой новый дом, он начал слышать странные звуки, особенно в верхней части дома. Иногда он находил вещи в тех местах, где их не оставлял. Он решил узнать больше о доме и обратился за информацией к своему соседу. Автор узнал, что в прошлом семья из 5 человек жила в этом доме. Мать, отец и 3 дочери. Мужчина был полицейским, которого уволили с работы. Однажды он вернулся домой, зверски убил всех членов своей семьи и повесился на чердаке. И как говорит автор ролика, самая сильная активность происходила именно на чердаке. Давайте посмотрим, что он смог записать на видео. No i tu kurwa się niby targnął, nie? No obraz chujowy coś. Czy widać te orbsy, kurwa? Chuj wie ty. No są jakieś tam, kurwa. No coś takiego, nie? Ale obraz mętny.
O. Złapie jakiś orbs. O, widzieliście kurwa? No proste, nie? O. Cicho, kurwa. Ja pierdolę, kurwa mać. O kurwa! Автор осматривает чердак, а когда там что-то падает, он пугается и бежит на лестницу. Когда паранормальная активность повторяется, то автор возвращается. Niemożliwe, no kurwa, tej. Ile orbsów. What the fuck, kurwa. Co to kurwa jest? Siła nadprzyrodzona, kurwa? Pierdolę. Grubo w chuj tej. Ja pierdolę, tutaj zaraz kurwa zginę. Hej, mi ein denken, kurwa. Как он сам утверждает, ему удалось заснять огромное количество орб и лицо дьявола. Но этим, естественно, все не закончилось. Дальше дверь комнаты на чердаке с огромной силой захлопывается, а мужчина испуганно бежит вниз. Далее, по просьбе зрителей, он установил камеру на чердаке, оставляя прямую трансляцию включенной, чтобы зрители могли наблюдать за любой деятельностью, когда он ложится спать. Однако, духу это не понравилось, и около 3 часов ночи началась странная активность. Мы с вами могли увидеть небольшое движение и проблемы с фокусировкой камеры. И в конце концов, камера, которая была установлена, как говорит сам автор, на очень прочном штативе, упала на пол и оставалась в таком положении до утра. С тех пор от автора не поступало новой информации. Но кто знает, может быть, мы услышим о нем в будущем. 24 часа. Это видео со старинной куклой, которой более 100 лет. Владельцы этой куклы жаловались, что когда они выходили из комнаты, а затем возвращались, то находили ее в другом положении. В качестве эксперимента они установили камеру видеонаблюдения и снимали куклу в течение 24 часов. Посмотрите. Видео очень темное, но тем не менее, мы можем увидеть движение рук куклы. Если мы посмотрим кадры, снятые камерой днем, то также увидим движение этой куклы. Она тебе помашет. Исследователи паранормальных явлений намереваются исследовать предположительно населенное привидениями кладбище Мейплтон в Австралии. Легенда гласит, что на протяжении многих лет люди были свидетелями жуткого явления призрака женщины, которая переходила дорогу рядом с кладбищем. Говорят, что даже кому-то она махала рукой, а потом просто растворялась в воздухе прямо на глазах. Авторы начинают свое расследование с установки 2 статичных камер,
и нескольких датчиков движения по периметру кладбища. В результате камера ночного видения фиксирует следующее. Можно увидеть, как темная фигура, похожая на тень, быстро перемещается справа налево по территории кладбища. Что бы это ни было, но фигура блокирует свет фонарика, когда проходит прямо перед ним. Авторы ролика в этот момент ничего не видели и не слышали, а узнали они об этой тени только при просмотре отснятого материала. Во тьме. Следующее видео было снято агентом по недвижимости в небольшом городке в ЮАР, который осматривал дом на продажу. Неизвестно, продан ли этот дом сейчас, но учитывая то, что происходит в этом ролике, то возможно, его просто никто не купит в ближайшее время. Что-то очень странное попало на камеру. Посмотрите. После просмотра этого видео, риэлтор был шокирован, когда увидел, что в доме кто-то еще был. Агент говорит, что других людей во время осмотра дома он не видел, но исходя из отснятого материала, видимо, там кто-то был. По крайней мере, так кажется. Посмотрите еще раз. Кто бы это ни был, но он просто внезапно исчезает так же быстро, как и появился. Зрители считают, что на камеру попало что-то паранормальное. Проклятое место. И снова в моих подборках охотник за привидениями по имени Ян. На этот раз он решил исследовать места захоронения индейцев, где, по слухам, обитают привидения. Жители и гости этого района утверждают, что слышали здесь звук барабанов, голоса и даже видели призраков, которые бродят вокруг кладбища. С наступлением темноты Ян отправился в лес с устройством для отслеживания, желая посмотреть, не выйдет ли кто-нибудь с ним на связь. Давайте посмотрим, что ему удалось узнать об этом месте. K2 meter, this measures electromagnetic fields, and spirits are said to be energy, and so this thing picks up on that. I'm gonna place this down right about here, on this mound. Look at that, it's already going off, holy shit. What the f? Are you touching that green light? Are you buried in this mound? I take that as a yes. How many spirits are here? Is it over 5? Is it less than 5? This thing is just going nuts.
It's hard to tell if this thing's actually like responding or if it's just going off at random. Когда он общался с духами, устройство срабатывало, улавливая электромагнитное поле. Но на этом все не закончилось. Мужчина услышал что-то прямо позади себя. I don't know if I'm going crazy. I thought I heard something behind me. Hello? Who's over there? I don't know, maybe I'm just paranoid. I don't know, I thought I heard something, but I'm not sure. Oh, holy shit. Okay. Alright. Okay, I don't know, man. Maybe I'm not going crazy. I don't know if I should try this, but I'm gonna try walking backwards because I want to see what's coming up behind me. Honestly, I don't even like walking backwards because I don't know what's ahead of me. Is there somebody out here with me? Oh my god! Holy shit! That scared me so bad. That was a straight up voice from thin air. It was as if somebody was standing like right there. Звук шагов и шелестящих листьев позади привлек его внимание. Когда Ян спросил, есть ли кто-то здесь, из темноты донесся голос, от которого ему стало действительно страшно. Несмотря на это, он храбро решил идти на звук этого голоса. Coming towards you, I mean you no harm. Oh my god! Holy shit! Oh my god, something just grabbed my shoulder. Holy moly. I'm sorry, I didn't mean to react that way. You just scared me. Дальше, как утверждает сам автор, нечто схватило его за плечо. Мы видим очень эмоциональную реакцию и реальный испуг. Несмотря на страх, мужчина продвигался дальше, решив сделать несколько снимков на камеру. Oh my god, I'm hearing all kinds of things over here. It sounds like voices, but they're so faint. I'll try to take a few pictures. I'm getting a lot of orbs. Holy moly. Whoa, guys, I'm getting a lot of weird ones. Holy crap. I want to see if I can get any on video. Oh, dude, one just crossed over the screen. Did you see that? Of course you did. I just caught it. That was so cool. Как мы видим, он запечатлел орбы. Как считает автор, тревожный звук голосов доносился откуда-то поблизости, который потенциально мог принадлежать тем самым орбам, попавшим на камеру. Но на этом исследование не закончилось. Далее мужчина услышал звук, который доносился издалека. What the f was that? Dude, that was crazy. You know what that sounded like? That sounded like a drum. A drum. It was like a tribal drum, like in a ritual or something. Hello? It was coming from the woods. It was coming from this area. Listen. Dude, that is so crazy. I mean, what else could that be? That is undeniable. Like, that legit sounded like a drum being hit. Am I wrong? Like,
I feel like I'm going crazy out here. По его мнению, это было достаточно похоже на барабанный стук. Звуки не прекращались и далее, но его внимание привлекла призрачная фигура лица, которую он увидел. It's weird. It smells like incense almost over here. Or like sage. I don't know. It's like different. I can't pinpoint it. Oh, it almost burns my lungs. Are you smoking something over here? Hello? Okay. I just heard talking. That sounded like a male voice. Could you speak again? Oh my god! Dude, that was a face! I just seen a face! That was a glowing face! Буквально на долю секунды мы видим, как появляется призрачное лицо. Как говорит сам автор, нельзя отрицать то, что это кладбище действительно населено призраками. Веселый джин. В следующем видео ютубер отправляется в заброшенное здание, еще не зная, что он об этом пожалеет. Только начиная свою съемку, он уже сталкивается с паранормальным. Посмотрите сами. بسم الله لا 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 إله إلا الله. Громкие шорохи, скрип дверей и перемещение предметов – это еще не все. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله. Он был убежден в том, что шум издает джин, который обитает в этом здании. Об этом говорит заснятый на видео стул, который двигается сам по себе. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Он тихо подошел и осмотрел стул. Конечно, там никого не было. Но после этого его ждал новый страх. Второй стул, который стоял у двери, падает сам по себе. Обстановка становится накаляющей. Шевеления в этом здании происходили вновь и вновь. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة وش اللي صاير هناك؟ لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Заключительным моментом, от которого продирает страх, является непроизвольное шевеление дверей. وش اللي حرك الباب يا جماعة؟ بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي. После взлома дверей ничего подозрительного в комнатах найдено не было. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. Ютубер предположил, что джин намеренно веселился над ним, насмехался, пошатывая двери и перемещая предметы. Возможно, он подпитывался его страхом. Не работай ночью. В ноябре 2021 года ночные рабочие часы стали настоящим кошмаром для одного офисного сотрудника из Сингапура. Видео было снято на камеры видеонаблюдения
и опубликовано совсем недавно в TikTok. Сам ролик вызвал при этом внушительный резонанс в сообществе. Взгляните на то, что удалось заснять камере. Предметы в комнате начинают двигаться, казалось бы, сами по себе. В конечном итоге это становится невыносимым для сотрудника, и он убегает. Но жуткие события в этом офисе не заканчиваются. Посмотрите. Можно увидеть, как в задней части комнаты выглядывает темная фигура. Зрители видео выдвинули несколько теорий, объясняющих странные происшествия. Некоторые склоняются к паранормальному, предполагая, что в офисе могут обитать привидения. Другие утверждают, что это может быть просто шуткой, которую устроил другой сотрудник. Чтобы добавить правдоподобности теории о паранормальном, некоторые пользователи поделились личным опытом наблюдения паранормального в том же районе Сингапура. Проделки полтергейста. Тиктокер установил камеры видеонаблюдения у себя дома, когда начал замечать, что предметы оказываются не там, где лежали до этого. Он немного чувствовал себя параноиком, но утверждал, что ощущает присутствие полтергейста. Давайте посмотрим, что удалось заснять камере видеонаблюдения. Дверцы шкафчика справа от вас открываются сами по себе. Для тех, кто считает это совпадением, автор ролика предлагает смотреть дальше. Теперь шкаф слева от нас открывается, и оттуда что-то падает. Вряд ли это было простой случайностью. Тиктокер говорил, что данное видео является доказательством присутствия полтергейста у него в доме. Новый сосед. Женщина из ТикТок заявляет, что у нее есть опыт взаимодействия с потусторонним миром. По ее рассказу, она стала слышать странные звуки у себя дома. После этого женщина поставила свой телефон на кухне, чтобы снимать то, что происходит там в течение часа. Она не ожидала, что сможет что-то снять на камеру. Но, как выяснилось позже, ей удалось записать что-то по-настоящему жуткое. Посмотрите. Посмотрите в сторону задней двери. Что-то появляется там буквально на секунду. Сразу это сложно заметить, но если увеличить яркость видео, то можно увидеть что-то похожее на жуткую призрачную фигуру, которая делает несколько шагов и затем растворяется в воздухе. Многие люди, посмотревшие это видео, спрашивали у женщины, как она может жить спокойно в этом доме с сознанием того, что по дому бродят паранормальные существа. Подвал. Группа исследователей снимала старый заброшенный дом. Однако, когда они зашли в подвал, им удалось запечатлеть на камеру что-то довольно странное. It's actually more sturdy than you would think, except for when you get to this last. You sure? Yeah. I didn't grab my flashlight, I forgot. We did not come to the basement last time. One person at a time,
Кажется, что рука движется мимо двери в противоположном конце подвала. Однако сами авторы ролика этого не заметили и поэтому не пошли проверить, был ли кто-то там. Внимательные зрители сразу же заметили эту таинственную тень, но было ли это что-то паранормальное или это просто обман света? Жуткое прошлое. Следующее жуткое видео было заснято на острове Сикоку, Япония. По словам местных жителей, несколько десятков лет назад обеспокоенный сосед решил проверить, как поживает семья, которая жила через дорогу, потому что давно их не видел. Но когда он пришел в дом, то в гостиной он обнаружил безжизненные тела старших членов семьи, а их 10-летний сын был найден позже в гараже, и он бормотал себе под нос что-то непонятное. Позже этот дом выкупил новый владелец, и он нашел детский рисунок, на котором была изображена та самая трагедия с пугающей фигурой, что стояла неподалеку. Совпадение или нет, но после найденного рисунка новый хозяин дома заболел неизвестной болезнью. Все это породило слухи о проклятии этого дома и обитающих в нем призраках. Хозяин дома не стал оставлять это просто так и захотел раскрыть тайну этого дома. Он установил камеру видеонаблюдения на ночь, и ей удалось заснять паранормальные явления, которые не все смогут объяснить. Слышен звук открывания дверей в гараже, который эхом разносится по пустому пространству дома. Но в этом видео есть еще кое-что. Пока был слышен звук из гаража, слева медленно выглядывала таинственная белая фигура. Хозяин дома поделился этой информацией с командой исследователей паранормального, и они заинтересовались этим домом. Оператор отправляется в пустой дом, и в течение нескольких минут после того, как он вошел, он снимает что-то довольно жуткое. Чей-то голос из другой комнаты пугает оператора, но когда он заглядывает туда, то никого не находит. Оператор решает установить несколько камер видеонаблюдения внутри дома. Одна из них направлена прямо на ставни гаража, и вот что там удалось заснять. Слышно, как что-то стучит по ставням гаража, а потом пара ног жутко проходит мимо и после растворяется в воздухе. История дома в целом, в сочетании с этими жуткими кадрами, испугала зрителей автора ролика. Подавляющее большинство людей убеждено, что призраки прошлого все еще живут в этом доме. Разговор с охранником. Следующее видео, загруженное в Instagram, вызвало настоящие споры среди людей, которые посмотрели его. На кадрах с камеры видеонаблюдения виден охранник, который совершает обход коридора. И смотрите, что происходит. Воздушные шары следуют за охранником по коридору, казалось бы, без какой-либо видимой помощи.
По словам охранника, он увидел 2 детей, сидящих на сиденье в коридоре, и даже обменялся с ними парой слов. Однако, когда коллега из службы безопасности посмотрел отснятый материал и связался с охранником по рации, они оба были сбиты с толку тем, что они увидели. Человек в шляпе. Леденящее душу видео, которым поделился пользователь TikTok, привлекло внимание зрителей по всему миру. Это видео было снято 2 февраля 2023 года на камеру домашнего видеонаблюдения, которая была установлена за день до этого. На кадрах видно, как мужчина играет со своим маленьким ребенком, и при ближайшем рассмотрении можно увидеть кое-что страшное. И если мы посмотрим видео еще раз и обратим пристальное внимание на зеркало на стене, то увидим, как прозрачный мужчина в шляпе, кажется, проходит мимо, несмотря на то, что в комнате больше никого не было. Некоторые зрители написали автору ролика, что это может быть признаком известной паранормальной сущности, о которой сообщают люди по всему миру. Эта призрачная сущность, известная как человек в шляпе, появляется в моменты сильного стресса либо эмоциональных потрясений и питается страхом людей. Они не одни. Теневые фигуры довольно часто встречаются в мистических видео. Следующие люди уверяют зрителей, что то, что они публикуют, является подлинным паранормальным явлением. Видео начинается с того, как авторы ролика сидят на диване и ждут появления 2 теневых фигур. Посмотрите. In an effort to prove that these are real, I've made Kaylee sit. Thanks. Sit really close, and she's going to grab the camera as soon as we see one. Just try and grab it as best you can. Yeah, go. Quick. Anything? Nothing. Nope. Nothing. Show everywhere. Well, there's nowhere really to show. No, there's nowhere to show. Как только в кадре показываются 2 фигуры, женщина хватает камеру и бежит быстрее заснять их, но там никого не оказалось. Yeah, go. Quick. Anything? Nothing. Nope. Nothing. Возникает логичный вопрос: почему бы не установить камеру в коридоре и направить на лестницу? Авторы ролика говорят, что они пытались это сделать, но камера просто отключается и ничего не снимает. Мнения, как обычно, 2. Одни зрители верят им, а другие списывают все происходящее на добавление эффектов при постпродакшене. Призрак мальчика. Заброшенные места часто имеют темное прошлое, и здание, показанное в этом видео, не исключение. Многие люди сообщали о не очень приятных происшествиях здесь, о которых я не могу сказать на YouTube. Один из ютуберов решает исследовать это место. Когда он входит в первую комнату, он и его напарник слышат шаги. Ой, son pasos, Cañón. Они немного растерялись, но все-таки подошли поближе. Шаги снова можно услышать, когда мужчины пошли в обратном направлении. Ой. Ay, cañón, aquí atrás, güey, me caminaron, Они обнаруживают на стене слово «Нина», что в переводе с испанского означает «мальчик» или «ребенок». Esto es algo de lo que nos tiene con intriga, con preocupación, porque en todas las paredes. Dicen que... Исследователи решают продолжить осмотр здания. Ay, cayó una plasmación esa, güey. Ya. Es una plasmación, güey. Sí, güey.
что-то привлекает их внимание. Оператор непреднамеренно снимает что-то жуткое. Можно увидеть таинственную фигуру в правом верхнем окне. Поначалу довольно сложно ее заметить. Однако, если осветлить отснятый материал, все становится более понятно. Затем они поднимаются наверх. Когда мужчины пробираются по темному полуразрушенному коридору, детский голос эхом разносится по всему пространству здания. Ой. Мама. По словам автора, голос говорит «мама» на испанском языке. Мама. Вскоре после этого мужчины во второй раз увидели странную фигуру, которую им удалось заснять ранее. Algo pasó por allá. Algo pasó por allá al fondo. Опять же, отснятый материал нужно осветлить, и мы увидим, что там точно кто-то есть. Призрак девушки. Следующий жуткий ролик был загружен на Reddit. Какая-либо предыстория у него отсутствует, поэтому давайте сначала посмотрим. The newer section of the cemetery. The newer sections. Это было так быстро, что вы могли пропустить. Камера поворачивается, и в этот момент можно увидеть какую-то фигуру, которая стоит среди надгробий и просто наблюдает за автором ролика. В комментариях разгорелся настоящий спор о том, кем или чем может быть эта странная фигура. Первые говорят, что это статуя. Вторые, что это нечто движется. Третьи считают, что это спецэффект. Дух отца. Пользователь Reddit поделился кадрами светящегося шара в его доме. Само видео было снято на камеру видеонаблюдения. Мужчина рассказал, что недавно он потерял отца, и он думает, что этот свет какой-то знак именно от него. Возможно, он не успел что-то сделать в этой жизни или что-то сказать. Мы видим, как светящийся шар, похожий на сгусток энергии, просто парит в воздухе у комода, то поднимаясь, то опускаясь. Он плавно поднимается вверх и спускается вниз, прямо к коробкам, будто говорит о том, что они должны заглянуть в них. Как считает сам автор видео, этот сгусток энергии посылал ему сигналы, а понять его сможет только тот, кто хоть раз оплакивал потерю и имеет желание держать связь со своими близкими, даже если они уже не в этом мире. Питер Джексон. Действие данного видео происходит не на самом кладбище, а в церкви возле него. Авторы ролика отправляются в церковь Union Point, чтобы провести некоторые исследования, но они еще не знают, что их ждет внутри. Итак, видео приближается к 10-минутной отметке, и происходит следующее. Things like that, you see it is kind of freaky. Whoa. Whoa.
This is a very old building too. Like, Peter, is that your name? Peter. Исследователи взяли с собой специальное устройство для разговора с призраком. И если вы внимательно послушаете, то можете услышать странный голос на этом устройстве, который произносит имя Питер. Через неделю после того, как они загрузили это видео, то узнали, в этой церкви много лет назад умер человек и звали его, как вы уже, наверное, догадались, Питер. How's my stomach? It's. What was that? How was that? It sounded like a squeak of a door hinge or something. That sounded like a door. Через пару минут, прямо во время исследования, что-то жуткое происходит с дверной ручкой. Это было похоже на звук поворачивания ручки двери или что-то в этом роде. Чуть позже группа пытается использовать специальное устройство для разговора с призраками еще раз и слышат следующее слово. Like, oh man, it's just freaky. It's like, cause there's like something like, oh, graveyards, man. Jackson. Вместо того, чтобы, как и в прошлый раз, сказать Питер, устройство произносит имя Джексон. Там, где они находятся, это крайне необычное имя для этих мест. И найти кого-то с таким же именем – большая редкость. Однако позже станет ясно, что это значит. Далее, всего через 3 минуты после полуночи, они замечают, что датчик движения реагирует на что-то возле окна. А также то самое устройство снова произносит имя. Посмотрите. Window. It won't do it on that window, only this one. Look. Why would that be? If I shine it to that window, the light on that window, it won't pick it up. The light's shining on that window. It's not even shining on the window that's over there. Because I'm trying to debunk it here. Go to that window. It should go to that window. What's it keep reaching for on the ceiling? That's arms, legs, that's everything. It's got to be the window though, somehow. Peter? Did I say Peter again? После этого они отправляются в сторону кладбища, чтобы посмотреть на надгробие, находящееся здесь. И вы никогда не поверите, что за имена и фамилии на них написаны. Jackson. Jackson? The last name Jackson. Jackson, Jackson, Jackson. Are you kidding me? Dude, really? Look at the tops. Look at the top of that. Jackson. Jackson. Jackson down there. Bottom. Jackson. Oh, on the bottom. And Jackson. Did it say Jackson 3 times? It said Jackson once. Они выясняют, что здесь похоронена целая семья с фамилией Джексон, и после этого решают снова вернуться в церковь. Но вдруг они что-то слышат. What was that? What? I swear, like I heard something over here. Almost like something sliding. Really? Yeah. Peter? Did you hear that? That was three knocks. После этого происходит еще одно совершенно необъяснимое явление. Oh my god, there it is. He's there. He's right in There he between. is. Peter, if that's you, can you make a noise from that door? That's where the knocking was coming. Yeah. And then gone. Они уже слышали голоса, увидели что-то на датчике движения, слышали звук, как от ботинка, скользящего по баскетбольной площадке. Но несмотря ни на что, они продолжают свое расследование. Разделившись, они стали свидетелями какой-то очень странной активности. Взгляните на этот жуткий момент. Oh, the door. Oh my god. Is that Jack? Who is that? Oh my god. Holy shit. Oh my god. Okay. Oh my god. So many. Joy! Oh my god, he's dead. Open it. Dude, the tripod just came flying at me.
It was locked. Why were you locked in? Thought I heard something. Sounded like a bang. Oh my god. Jordan! Jesus Christ. После этого расследование подходит к концу. Группа почти готова к тому, чтобы поехать домой и пакует свои вещи. Но прежде чем они поедут домой, их ждет еще кое-что. Victoria? Oh my god. What is going on? Holy shit. Grab that light. Oh my god. Okay, if that's you, stop for a little bit. Holy shit. Наверное, всем вам нравится думать о церквях как о безопасном месте. Но одно можно сказать наверняка, что церковь Union Point является точно небезопасным местом. В этом месте есть вероятность столкнуться с призраками, которые обитают на кладбище рядом. Зеркала. Наверняка вы видели фильмы ужасов, где отражение в зеркале ведет себя иначе, чем смотрящий в него. И это очередное жуткое видео, снятое на камеру, похоже на сценарий к фильму. Семья готовится к ужину. Они уже накрыли на стол перед камерой. Девушка подходит к большому зеркалу, и мы можем увидеть ее отражение. Казалось бы, все нормально. Но если мы присмотримся, то увидим, что отражение немного отстает, то есть попросту не успевает за девушкой. Смотрите внимательно. Девушка двигается перед зеркалом, а отражение не двигается с той же скоростью, что и она. Кроме этого, заметили, что когда она движется из стороны в сторону, то отражение остается не таким подвижным. Шагая ночью. О следующем видео известно немного. Мы видим, как камера видеонаблюдения, установленная в доме, снимает следующее. В кадре появляется призрачный силуэт, похожий на ребенка. Он движется довольно медленно и бесшумно. В комментариях к видео большинство говорит, что это спецэффект. Однако нашлись и те, кто считает это истинным проявлением призрака. Испуганная собака. Камера видеонаблюдения на улице показывает 2 часа 44 минуты. За 16 минут, как говорят, до времени ведьм, мы видим, как уличная собака лает на что-то или кого-то, прежде чем побежать дальше. Она поджала хвост и оглядывается, как будто ее что-то преследует, и через несколько секунд мы видим следующее.
На пустой улице появляется тень, которая по форме напоминает человека. Она проходит мимо камеры и исчезает за кадром. Некоторые предполагают, что шары, которые появляются на камере перед прибытием тени, это не что иное, как сгустки энергии, которые являются наиболее распространенной формой паранормальной активности. Скептики же говорят, что это всего лишь воздействие света на частицы пыли, а сама тень – это сбой в работе камеры. Но кажется странным совпадением, что эти шары появляются примерно в то же время, что и странный силуэт. Старая кукла. Следующее видео опубликовано достаточно давно. Мужчина по имени Пол Хейвард до сих пор не может объяснить, что на нем произошло. По словам автора, он любит коллекционировать антиквариат, и с годами он заметил, что некоторые предметы могут удерживать и передавать паранормальную энергию. В частности, один из предметов, от которого у него всегда мурашки по коже, это маленькая кукла, сделанная в 70-х годах. После нескольких случаев, когда он находил ее в другом положении, он решил установить камеру видеонаблюдения на ночь. Мы видим, как клей-карандаш, который стоит на подлокотнике кресла возле куклы, внезапно падает. Через несколько мгновений рука куклы начинает шевелиться. И как раз в тот момент, когда казалось, что паранормальная деятельность прекратилась, голова куклы внезапно повернулась вперед. Беги! Наше первое видео найдено на YouTube. Мужчина исследует дом в Норвегии, в котором, по слухам, обитает привидение. Сначала его осмотр не предвещает ничего необычного, ровно до того момента, пока он не заглянул на чердак. Давайте посмотрим, что он там увидел. Странная фигура буквально на секунду появляется в кадре, не на шутку пугая ютубера. После этого он буквально убегал из этого дома. Детская комната. Следующее видео выложили в Facebook несколько лет назад. Как утверждается, в доме происходили странные вещи. Предметы двигались сами по себе, и громкие хлопки будили семью ночью. Поэтому отец семейства решил установить камеры видеонаблюдения в своем доме, в попытке найти ответ. Однажды днем можно увидеть, как его дочь играет со своими куклами, когда камера снимает что-то довольно жуткое.
Попавшая на камеру видеонаблюдения кукла в углу комнаты медленно двигает головой. Конечно, девочка этого не замечает и продолжает играть. Это было не единственное видео, в котором произошло что-то паранормальное. В следующем ролике, снятом 4 дня спустя, можно увидеть, как девочка делала домашнее задание, когда камера запечатлела это. Давайте посмотрим. Два листка бумаги летят прямо к девочке. Она замечает это и убегает. Спустя некоторое время ребенок возвращается, чтобы посмотреть, что там происходит. Но нечто паранормальное продолжает активно шевелить листами бумаги, пугая ее. Кроме того, после того, как девочка убежала, в комнате начало перемещаться и падать все, что находилось на столе. А затем и вовсе мы можем увидеть, как стол двигается. Это жуткое видео стало вирусным, набрав миллионы просмотров. Некоторые новостные порталы писали, что в этом доме обитает полтергейст, и его нужно покинуть как можно скорее. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости? Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь? Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Странности в доме. Данное видео было опубликовано в TikTok. Автор говорит, что у него в доме происходят странные вещи. Уже продолжительное время с противоположной стороны двери его подвала из чердака доносятся звуки и стуки. И он подозревает, что это может быть что-то паранормальное. Мужчина решает установить камеры видеонаблюдения в своем доме, чтобы увидеть то, что происходит. Он направляет одну камеру на дверь подвала, а другую устанавливает на чердаке и затем уходит на работу. Во время его отсутствия камера, направленная в сторону подвала, фиксирует следующее. Потолочный вентилятор начинает вращаться, и слышен стук, который доносится, как кажется, от двери подвала. Внезапно дверь медленно открывается. На несколько секунд мы слышим странное рычание. Затем дверь захлопывается. После на какое-то время наступила тишина. Никакой активности автором ролика замечено не было. Однако почти через 2 недели камера снимает следующее. Из подвала доносится стук и рычание. Затем дверь с силой распахивается и останавливается.
После можно увидеть, как стулья под обеденным столом двигаются сами по себе, а затем дверь в подвал резко закрывается. Но это еще не все. После этого снова слышны звуки рычания и стука по двери. После чего дверь снова силой открывается, и скамейка под обеденным столом сдвинулась в сторону подвала. После этого все снова замолкает на 2 недели, до следующего проявления. Из-под стола силой выскакивает стул сначала в одном направлении, потом сразу в другом. Затем еще один стул каким-то образом движется сам по себе. Мужчина приезжает домой и не понимает, почему стулья стоят именно в таком положении. Он проверяет дом на наличие грабителей. Но наверху все выглядит спокойно, поэтому он отправляется в подвал. Но тут дверь захлопывается прямо за ним. Он выходит обратно, после чего понимает, что в его доме происходит что-то паранормальное. Мужчина решает проверить кадры с камеры видеонаблюдения на чердаке, чтобы увидеть, не засняли ли они что-нибудь там, и он не ошибся. Он увидел, как маленькая дверь на чердаке открывалась и закрывалась сама по себе. Конечно, зрители были напуганы этим видео. Многие уверены, что все эти ролики являются прямым доказательством паранормальной активности. Другие, как обычно, считают, что это спекуляция на теме паранормального. Девушка в платье. Следующее видео должно было быть для мужчины радостным событием, так как он переехал в новый дом, но не тут-то было. Он увидел призрак молодой девушки прямо напротив себя. Как говорит молодой человек, что сразу после переезда он почувствовал в доме странную энергетику. Когда до этого он осматривал дом, все было в порядке. Нельзя не сказать о том, что его привлекла хорошая цена. Она была довольно низкой для этого дома по сравнению с другими. Правда ли это или монтаж?
мы не узнаем наверняка, но соседи рассказали, что в этом доме покончила с собой девушка, над которой издевался ее отец. Оно зашло в комнату. На этом видео неизвестная теневая фигура фиксируется на камеру, которая находится в прихожей обычного дома. Что делает это конкретное видео более пугающим, так это то, что в нем был замешан невинный ребенок. Мы видим обычный жилой дом. Вскоре после начала ролика мы слышим сильный стук, а уже через несколько секунд можно заметить что-то странное. С левой стороны стены появляется темная тень. Затем мы видим, как тень входит в комнату справа. Через несколько мгновений ребенок начинает плакать. По мере хода видео плач ребенка превращается в настоящий крик. Затем мы видим, как в коридоре снова появляется тень и уходит за кадр. Тот факт, что ребенок начал плакать, когда в комнату вошла теневая фигура, безусловно, очень жуткий момент. Жуткая встреча. Что бы вы сделали, если бы проезжали мимо дома настоящей ведьмы и увидели бы это? Если замедлить видео, то можно увидеть, что фигура, стоящая у дороги, несомненно похожа на ведьму, либо призрака. Но некоторые зрители считают, что бояться нечего, и это всего лишь человек в костюме, пугающий водителей. Призрак пациента. Еще одно видео из Японии. Исследователи паранормального Ситюба получили сообщение от одного из своих подписчиков. Он рассказал им о заброшенной больнице, где несколько лет назад работала его мать. Подписчик говорит, что он уже бывал в этой заброшенной больнице, и там он столкнулся с тем, что по его мнению было паранормальной активностью. Думая, что в больнице обитают призраки, авторы ролика отправляются туда глубокой ночью, чтобы узнать, смогут ли они найти там что-то мистическое. Пара исследовала старое здание, и в один момент они услышали странные хлопки и шумы. Далее в ролике они решили разделиться, чтобы заснять больше комнат здания. В конце концов, один из них записывает следующее. あれこれ道どこやったっけ？え？どうやって行ったか忘れたよ。どっちやった？こっちやったっけ？これ風呂場やねこれ。こっちや。こっち。マジで足場悪すぎる。Мужчина находится в одной из палат заброшенной больницы, и в этот момент можно увидеть лицо кого-то или чего-то, которое смотрит на него с другой стороны окна. Автор этого не заметил, но пошел именно в то место, где должна была стоять данная фигура, но там никого не было. Зрители предполагают, что это призрак, попавший на камеру. Позади тебя. Девушка рассказывает на камеру о средствах для макияжа, которые она использует. И посреди ее монолога шкаф прямо за ней начинает очень медленно открываться. Hey guys, so someone commented in one of my videos like the bronzer highlighter I use, and I use the Milani 05 Soleil. So I'm gonna try that on, and
Ситуация застает девушку врасплох. Она выглядит искренне смущенной и немного напуганной. Затем она медленно начинает вставать со своей кровати, чтобы рассмотреть поближе, что же там происходит, и разобраться, из-за чего шкаф открылся. Дальше дверь шкафа захлопывается сама по себе и открывается еще раз. Виден неподдельный испуг девушки. Кроме того, когда она идет в сторону шкафа, у нее гаснет свет, что, как пишут зрители, говорит о потустороннем присутствии. Когда она открывает шкаф, то ничего и никого там не находит, но при этом все равно убегает из комнаты в страхе. На сегодняшний момент все еще неизвестно, что же заставило этот шкаф открыться, и что за неведомая сила обитает у девушки дома. Семейные кошмары. В следующем наборе роликов, которые я собрал для вас вместе, рассказывается о семье, которая начала испытывать в своей квартире странные вещи около 5 месяцев назад. Поначалу все посторонние шумы казались для них обычным явлением, так как они живут в многоквартирном доме и различные звуки там не редкость. Кроме того, у них есть кошка, которая в теории могла все это делать. Однако вскоре стало очевидно, что эти звуки были чем-то большим, чем звуки соседей или кошки. Со временем мужчина стал немного беспокоиться о тех жутких вещах, которые происходили в его квартире. Поэтому он начал документировать все странное. Какой бы ни была причина, страшные видео, которые мужчина снял на камеру и загрузил в ТикТок, ясно показывают, что у них в доме происходит что-то жуткое. So I'm working from home, and as usual, some madness going on in the hallway. Пока мужчина работает, из коридора доносятся какие-то звуки. Он идет проверить, и видно, как ручка шкафа движется вверх и вниз. Мужчина открывает дверь, но никого внутри не находит. В следующем ролике он решает вступить в контакт с чем-то, что обитает в его доме. I've scanned the room so I know where all the spikes are, and it seems like this is the best place to put it, as it doesn't seem to get that many spikes. We're just going to ask it some questions and see if we get some clear indications that something's here. So, if there's anything in this room, ghosts, spirits, entities, touch that device on the table with the green light, and it will light up and indicate that you're here. Can you touch it again, please? That's ridiculous. Right, if you hold the device for as long as you possibly can, it will give us a much better reading. Try and make it go all the way to the red. That's ridiculous. Когда мужчина просит нечто прикоснуться к устройству, то мы видим, как огней на нем становится больше. Это говорит о том, что кто-то только что прикоснулся к нему. Каждый раз, когда мужчина просит прикоснуться к устройству, то как бы это ни было удивительно, призрак это делает. И даже когда жена просит сущность довести устройство до красного цвета, то оно это делает. Что бы это ни было, видимо, оно хочет общаться. Переходим к следующему видео. Мужчина просыпается посреди ночи от звука, который доносится со стороны двери его спальни, как будто что-то пытается проникнуть внутрь. Он проверяет весь дом,
но кажется, что все в порядке. В следующем видео активность продолжается. Ролик был снят на камеру видеонаблюдения, когда никого не было дома. Внезапно кухонная ложка слетает со стола и врезается в стену. Кошка сразу же бежит посмотреть, и после несколько дверц шкафа распахиваются сами по себе. Позже, в тот же день, были слышны и странные звуки стука. Вечером пара вернулась домой и по понятным причинам в шоке от того, что дверцы шкафа открыты. Действие следующего ролика происходит несколько ночей спустя. Пока пара отдыхает, смотря телевизор, дверца шкафа медленно открывается, а затем несколько предметов падают на пол, пугая их обоих. Они вскакивают, но пропускают самое страшное. Присмотритесь к нижней части экрана, и вы заметите кошку. Она снова идет посмотреть на то, что случилось, но когда кошка подходит, то кажется, что ее что-то толкает. Хотя, возможно, кошка просто испугалась какого-то предмета на полу. После этого активность в их доме только увеличилась. Right, so the doorbell's going. We're not expecting anyone. So I'm just filming just in case it is more activity. So weird. Why is it so bright? What's going on? What the hell? В этом видео раздается звонок в дверь и слышны звуки стука, которые доносились со стороны входной двери. Мужчина открывает дверь, но никого там не встречает. Далее, когда пара отдыхает и смотрит телевизор, они засняли следующее. TV and the lampshade's been moving on its own. We've no idea why. There's no window open. There's no reason why it should be moving, but it keeps moving. I have no idea why. So, someone can explain that to me. Oh, Rory wants to play with his elastic band. But there's no one in the room. There's no reason why it should be moving, but it keeps moving. See? Люстра начинает двигаться из стороны в сторону сама по себе. Несколько ночей спустя пара услышала шум в коридоре. Мужчина берет телефон и идет снимать происходящее. Посмотрите. What the fuck? It's not the cupboard. Oh, fuck off. What? There's no one in here.
Does no one? Из коридора доносятся звуки. Мужчина идет проверить и замечает, как дверная ручка, ведущая в спальню, движется вверх и вниз. И когда он заглядывает внутрь, то, как всегда, никого там не находит. В следующем ролике пара отдыхает за просмотром телевизора, и в какой-то момент они замечают что-то странное. Right, we've just paused the TV because Carleen reckons the candles moved. It did. Well, I didn't see it, but I just want to film just to see if it happens again. So, can you move the candle again, please? Nothing's happening. It did do it. It moved. Can you please move the candle again? See? What the? It moved. I told you. Can you move the candle again, please? Try really hard to move the candle. It's moving. Told you. Can you try again? Okay, stop moving the candle. Пока пара смотрит телевизор, девушка говорит, что свечи сдвинулись. Мужчина снимает их на видео и просит тех, кто здесь находится, передвинуть свечи, и сущность снова делает это. Причем не один раз. В следующем видео мы видим, как пара снова отдыхает в своей гостиной. Как вдруг свеча внезапно начала скользить прямо по столу, заставляя пару вскочить с дивана. В этом видео пара замечает, что в соседней комнате включается и выключается свет. So we're just watching TV, and I've noticed that the light in our bedroom keeps flickering on and off. So I don't know what that's all about, but I'm going to check it out and see what the f is going on. What is it, Rory? Can't see. Every time. What the hell is going on? Мужчина исследует свою спальню, где можно увидеть, как свет включается и выключается, но при этом рядом с выключателем света никого нет. Пугающая паранормальная активность, которую пара испытала в своем доме, оставила зрителей в шоке от происходящего. В комментариях зрители восхищаются храбростью пары и желают, чтобы это скорее прекратилось. Некоторые зрители предполагают, что им не следует связываться с тем, что преследует их дом, так как оно не кажется дружелюбным, и предупреждают, что взаимодействие с ним может только усугубить ситуацию. Кладбищенский дух. Ютубер исследует кладбища по всему миру.
В этом видео ему удалось заснять довольно интересные кадры, на которых, по мнению многих зрителей, на камеру попал настоящий дух. Посмотрите. В комментариях зрители писали, что это одно из самых убедительных свидетельств паранормального. Посмотрите более детально. Вы считаете так же? И это не единственная жуткая вещь, с которой автор ролика столкнулся на этом кладбище. Зрители задались вопросом, что здесь делает эта фигура в капюшоне, и связана ли она как-то с тем призраком. Основная теория заключается в том, что этот человек в капюшоне является членом культа, которые извлекают тела из могил с целью проведения своих обрядов. Статуэтка. Следующее видео снято ютуберами, которые заинтересовались жуткими событиями, происходящими в отеле с привидениями в Токио. Эти ребята решили, что им нужно проверить, что там происходит. Нужно сказать о том, что они не увидели ничего, чтобы их испугало. Поэтому решили оставить несколько камер внутри здания. Когда они посмотрели отснятый материал, то были действительно удивлены тому, что увидели. Посмотрите и вы. Статуэтка не двигается, а у ее тени плавно поднимается рука. Сами парни, когда посмотрели это видео, были убеждены в том, что эта тень их о чем-то предупреждала. Кроме того, в самом отеле они нашли странные обереги и символы, похожие на защиту от нечистой силы. Зрители, как всегда, разошлись во мнениях. Единственное возможное объяснение этому, кроме паранормальной активности, это был монтаж. Но я хочу отметить, что многие люди на протяжении многих лет сообщали о странных событиях вблизи этого отеля. Дорога смерти. Это опасная дорога, которая была снята на камеру, как сообщается, унесла много жизней. На кадрах мы видим, как призрак идет прямо по дороге, а затем он исчезает. Но после его исчезновения мы видим страшное. Происходит авария с участием мотоцикла. Что это было? Призрак таким образом хотел предупредить жертву? Или он и является основной причиной аварии? Экстренные службы, которые прибыли на район, не заметили ничего потустороннего. Они считают версию с блужданием призрака простыми бликами объектива. Хотя, если присмотреться, кажется, что призрак даже сидел на мотоцикле какое-то время. Храм. Следующее видео найдено на YouTube. Мужчина по имени Крис с наступлением темноты в одиночку отправляется в заброшенный храм, построенный еще в 1991 году. Когда он зашел внутрь и медленно прошелся по каждой комнате, он услышал что-то тревожное. Look, the ghost is still here.
Still smiling. Oh shit, somebody's in here. Oh shit. What the f? What the? Yo. Yo, what the f? Shit. Dude, it's like footsteps just walk down this stairway. What the hell? Yo, okay. That was crazy as f***. Прямо рядом с ним послышались чьи-то шаги, которые немного встревожили Криса, но он продолжил свое исследование. And of course, a dead end. A drop. That is kind of crazy. I mean, I'll listen to it back after I'm done filming, but it definitely sounded like somebody was walking. It's crazy. I should probably leave. Дальше Крис пытается проверить здание, чтобы убедиться, что там никого нет. Он посещает одну из многочисленных комнат и замечает записку, в которой нет ничего особенного на первый взгляд. Basically like I left it though. Got the TV still here. The old piano still here. Roof still the same. Chair just chilling. Still the same. Everything's the same. Однако, после того, как он заходит в эту комнату еще раз, он видит, что записка сдвинулась со своего места. Автор считает, что это проделки того, чьи шаги он слышал. Не зная, что здесь происходит, он отправляется в другую комнату. Именно там он запечатлел что-то действительно страшное. Посмотрите сами. This place feels just like it felt before. Just a little more creepier because it's nighttime. I was like right here. Ouch. When I saw that shadow figure. That shit was creepy as hell. I think I just saw something. What the? I don't know though, it's so hard to see. This is dark. Крис успевает записать не один и не два, а 4 паранормальных явления одновременно. Ему удалось снять таинственные тени в дверном проеме и орбы, которые действительно настораживают. Видите, сначала какая-то темная аномалия взлетает высоко. Затем в дверном проеме появляется прозрачный силуэт и растворяется в воздухе. Напуганная кошка. На следующем видео на камеру видеонаблюдения заснята кошка, которая что-то увидела. Посмотрите.
видно, что кошка на кровати приняла необычайно внимательную позу. Это выглядит так, как будто ее что-то напугало. Внезапно тень начинает двигаться по коридору в спальню. Вскоре за ним идет вторая кошка, которая, как кажется, следует за темной фигурой. Как только кошка оказывается в комнате, дверь начинает медленно закрываться за ней. Есть еще одна жуткая деталь, которую можно легко пропустить при первом просмотре данного ролика. Стол на переднем плане немного трясется, когда кошка входит в комнату. И затем камера начинает медленно перемещаться к стене справа. Странное свечение. Без лишних слов, давайте посмотрим видео. Ролик был заснят на камеру видеонаблюдения и опубликован на Reddit. Изначально многие думали, что это ошибка в камере, но в некоторые моменты это свечение выглядит как нечто похожее по форме на человека, и двигается оно в разных направлениях. В конечном итоге единого мнения нет. Дом заклинаний. Группа исследователей паранормальных явлений решила показать зрителям дом, который называют домом заклинаний. Утверждается, что там происходит большое количество паранормальных явлений и активности. Мужчины говорят, что всю ночь видели и слышали всевозможные странные вещи, которые сводили их с ума. Oh my god, oh my god, oh my god. I look to my left and I see what is like this white foot. Something just came out under the bed right now. Like a white foot. The spirit box immediately responds with this. Foot! Did you hear it? It said foot! That said foot! В какой-то момент один из них поклялся, что видел, как нечто быстро забралось под кровать в одной из комнат. Еще один жуткий момент произошел, когда любитель паранормального вошел в детскую и увидел нечто пугающее. Посмотрим еще раз в замедленной съемке. Когда мужчина поворачивается и смотрит в сторону кроватки, одеяло падает, как будто не желая, чтобы это нечто заметили. Он сказал, что это было очень похоже на ребенка или очень маленькую фигуру, которая стояла прямо в детской кроватке. Исследователи паранормальной активности, которые снимали это видео, отметили, что видели кошмары в своих снах еще несколько недель. Призраки кладбища. Видео было найдено на одном из мексиканских YouTube каналов. Авторы ролика регулярно путешествуют по стране в поисках странного и необычного. В этом видео они исследуют печально известное кладбище в Гуасаве на северо-западе Мексики. До команды дошли слухи о том, что здесь обитают настоящие привидения. Смотритель кладбища якобы несколько раз видел, как из ниоткуда появляется призрак ребенка. Кроме того, он сказал, как однажды видел женщину и мужчину возле одного из надгробий. По мнению охранника, на старом кладбище имеются самые настоящие врата в потусторонний мир. Услышав эти истории, команда решила исследовать территорию кладбища. Ночь для них начинается со страшных звуков. ¿Qué fue? Hola. Se escuchó bien recio. ¿No será una bruja? Через несколько минут команда замечает что-то вдалеке. Смотрите. Hola. ¿Acá se escuchó? Sí, ya. Ey, se ve una sombra allá, payaso. ¿Dónde acá? ¿Se ve una sombra? ¿Dónde dice Edwin y Karina? Allá, sí, se ve una sombra. Allá, Hola. ey, alguien está parado ahí. Payaso, alguien está parado ahí. Наблюдая за этим снова, они видят что-то похожее на фигуру ребенка.
Когда мужчина идет в его направлении, то в этот момент крест падает сам по себе. Позже, в ходе расследования, происходит нечто более странное. Во время осмотра могилы известного мексиканского певца происходит следующее. De este gran señorón, Valentín Elizalde. ¿Qué pedo? Se te cayó la cachucha. No, me tocaron. No, y se vio como si te la hubieran empujado con la mano, payaso. No, me tocaron, sí, como que me... Sí, se vio como si te la hubieran tumbado con la mano. Как видите, кепка ютубера, кажется, слетает с головы без видимой причины. Elizalde. ¿Qué pedo? Возможно, призрак певца пытается установить контакт, скидывая кепку с головы мужчины. No, sí, me... Pues amigos, ay Dios mío, qué miedo. Pues aquí estamos, Lorena. Ay, Dios mío. Pues... Ay, no manches. Ay, qué feo. Учитывая истории смотрителя о том, что на кладбище много привидений и что здесь открыт портал в потусторонний мир, то возможно, все те, кто здесь похоронен, не могут обрести покой. Страхи Диего. Следующее видео было загружено в ТикТок мужчиной по имени Диего. Он утверждает, что в его доме живет настоящий призрак, который чего-то хочет от него. На кадрах видно, как детская рука стучит в окно, но когда мужчина заходит домой, то там никого не находит. Но это было только начало. На следующем видео, которое было записано мужчиной, рука маленького ребенка виднеется в кресле, но когда он открывает его, то там никого не находит. На этом все не закончилось. Мужчина был напуган, но вновь и вновь видел то фигуру ребенка, то части его тела в разных местах дома. На этот раз это была уборная, откуда точно было видно лицо ребенка. Но осмотрев ее, он не находит присутствия посторонних. Проделки призрака на этом не заканчиваются, поскольку мяч катится сам по себе по направлению к Диего. На долю секунды он замечает маленького ребенка, который высунулся из-за угла и смело куда-то бежит. Диего не мог понять, как это произошло, но этот маленький мальчик будто прошел сквозь закрытую дверь. Niño. На этот раз за телевизором спрятана маленькая фигура ребенка. Он бросается к нему, но тот вмиг исчезает. Безумие Мартина. Следующее видео найдено на просторах YouTube. Действие происходит в Чили.
где живет молодой человек по имени Мартин вместе со своими кошками. Он увлекается футболом, но, к сожалению, Мартин получил травму и не мог играть в футбол некоторое время, поэтому ему пришлось длительный период находиться дома, в своей кровати и просто отдыхать. Он рассказывает, что когда был дома, то начал замечать нечто странное и пугающее. Однажды, когда он смотрел фильм, что-то начало стучать в дверь его кухни. Не на шутку испугавшись, Мартин достал телефон, чтобы снять видео, а затем увидел мерцание света. Estaba viendo una película, weón, y como que, weón, estaban golpeando la puerta, te lo juro. Y no, conche tu madre. No, weón, conche tu madre. Conche su madre, weón. Ay, weón. A mí no me dan tanto miedo estas weas, pero es que estoy solo, weón, de verdad. Otras veces he estado acompañado, no sé, o con mi mamá, no sé, pero ahora yo vivo solo y esta wea está conche tu madre. No. Ya, pues, weón. Ay, conche tu madre, ya. Uy, weón, me asusté con el reflejo, conche su madre. Nada ahí. Oh, weón, sí. No hay nadie, oye, este closet no. Oh, conche su madre. Uy. Se cayó esa weá, weón. Estoy yo nomás, weón, será. La ropa. Ay, conchita madre, la sombra. Para allá. Nadie. Что-то или кто-то точно хотело его напугать. Когда он открывает дверь и заходит на кухню, то ничего там не находит. Но паранормальное усиливается. Теперь он слышит звук падения из своей спальни. Придя туда, он видит, что сама по себе упала лампа. Он просто не мог поверить своим глазам, так как находился дома совершенно один. Но на этом видео не заканчивается. Теперь стуки доносятся из ванной комнаты, и он идет проверить, что же происходит. Как вы уже догадались, там никого не оказывается. В поисках чего-то или кого-то он обходит всю свою квартиру, но не находит абсолютно никого. Это не единственный ролик, который снял Мартин в своей квартире. Ya como me tengo que ir y desocupar todo lo que es el departamento, tengo que obviamente sacar todas las cosas y todo eso. Aquí estamos, porque igual ya no puedo hacer nada, pero estaba ordenando y de nuevo se cayeron cosas. Ya obviamente se vuelve como un poquito normal, entre comillas, pero no voy a negar que me da un poquito de miedo. Y obviamente tengo que desocupar acá y cortar el huevo, weón. Ustedes escucharon ahí. Y acabo de salir de acá y no, ya estaba todo en su lugar. Ya no sé qué hacer porque tengo que guardar todas las cosas, los platos. Igual ya tengo un poco más desocupado acá. Me falta sacar las bicicletas, que es lo más callo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ya estoy, ¿cómo se dice? Un poquito ya cansado, como que no puedo, donde no puedo ni dormir, ni hacer nada más, como que ya no, me estoy volviendo loco. Bueno, se me acabó la memoria del video, pero siguiendo con lo que les decía, ya como que cosa que pasa, cosa que suena, que se cae, ya es como chucha, ya es como ya pico, ¿qué le voy a hacer? De nuevo se me agotó la memoria, pero bueno, yo no sé qué más decirles, qué más hacer, ya les mostré. Ni siquiera quería subir esto, pero creo que grabando igual como que me siento un poquito más acompañado porque ustedes saben, uno no... No pesquemos, no pesquemos, pero conchizo, man. Es que es imposible no pescar, weón, si está... No hay nadie acá. Tampoco. Este es el departamento. Он признается, что из-за паранормальной активности понял, что находиться в этом доме просто небезопасно. Сначала он думал, что сходит с ума из-за всех этих предметов и мебели, которые перемещаются по квартире. Когда он уходит в другую комнату, то снова слышит звук падающих предметов. В спальне Мартин видит, что лампа и вещи с тумбочки сами по себе упали на пол. Он не понимает, почему это происходит и что хотят от него потусторонние силы. Также он слышит стук в дверь и решается осмотреться, но никого не находит. Мартин останавливается на кухне и видит, как стул движется. У Мартина уже слышен истерический смех, так как он находится в полном недоумении. Он еще раз повторяет, что не может спать в этом доме. А стуки в дверь, которые он слышит ежедневно, уже вызывают у него смех, который он не может объяснить. В этот раз стуки были во входную дверь. Мартин открыл и убедился, что там никого не было, и даже вышел на улицу, чтобы показать, что там никого нет, кто бы мог стучать. Что же было в доме у Мартина? Полтергейст, или он просто хотел таким образом прославиться? Непростой мальчик. Данное видео опубликовал пользователь Reddit. Он говорит о том, что уже 5-й раз за неделю в его доме происходит что-то паранормальное. Сначала мы видим мальчика, который сидит за углом, но потом, когда мужчина к нему подходит, оказывается, что это не просто мальчик, так как он просто пропадает. Большинство пользователей в комментариях предполагают, что это фейк и здесь имеет место монтаж. Нужно сказать, что атмосферы видео добавляет громкий зловещий стук, который здорово пугает мужчину, не говоря уже о том, что он не знает, кто это стучал. В комментариях также были предположения о том, что это могла быть темная сущность, которая преследует свои цели. Неожиданный момент. Следующее видео было снято на камеру внутри гостиной в обычном доме. Сцена, которая показана здесь, действительно сбивает с толку. Посмотрите. Мы видим, как мальчик побежал в коридор, как вдруг прямо перед ним открывается дверь и сбивает его с ног. Автор ролика предполагает, что в его доме поселился настоящий полтергейст.
Как известно, полтергейсты известны своей способностью перемещать предметы, создавать шумы и даже причинять людям вред. Тень церкви. Команда исследователей паранормального посещает заброшенную церковь. Они находят некий документ и пытаются изучить его, собрав все данные воедино. ¿No dice el año? Espera, creo que esto aquí. Sí, esto aquí. A ver, esto no tiene nada. ¿Qué hay más? Но в этот момент кто-то наблюдает за ними из темноты. Más luz, por favor. Oh, no manches. ¿Qué? Güey? Acabo de ver a alguien arriba. ¿Dónde arriba? ¿Allá? Arriba, sí, en el segundo. ¿En el coro? Sí. Pareciera que hay alguien, güey. Creo que lo tengo aquí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Наверху можно увидеть тень, которая появляется на долю секунды и затем исчезает. Нельзя сказать однозначно, действительно ли это мистическая тень или просто игра света. Как мы видим, у авторов ролика имеются фонарики, и при любом неосторожном движении можно заснять иллюзию какого-то присутствия. Ресторан. Следующее загадочное видео было выложено в интернет без указания источника. Судя по всему, кадры были записаны камерой видеонаблюдения внутри ресторана, когда персонал заканчивал работу. Но то, что произошло, просто шокирует. Сначала можно увидеть, как швабра и ведро сами по себе перемещаются. Девушка-официантка просто убирает посуду в ресторане, а потом берет то самое ведро со шваброй, чтобы помыть пол. Но самое страшное будет дальше. Когда девушка находится в зале для гостей, какая-то невидимая сила яростно хватает ее за волосы и куда-то тащит. Любопытство. На следующем видео видны аккуратные ряды белых надгробий, создающие атмосферу умиротворения. Сначала камера фокусируется на мемориальной статуе вдалеке, но тут происходит что-то странное. Из-за статуи появляется призрачная фигура. Мы видим ее лишь моментами, и сложно что-то разглядеть. Это нечто осторожно выглядывает, и потом заходит за статую, как будто пытается спрятаться от камеры, но изредка с любопытством выглядывает. И если судить по отснятому материалу, то эта фигура не выглядит страшно, а скорее она любопытна и заинтересована, возможно, в том, что ее заметили. Неужели это блуждающий призрак на кладбище? Либо его нервное поведение говорит об обратном. Жнец. Авторы следующего ролика уже были в церкви рядом с кладбищем. Однако на этот раз они решили исследовать само кладбище. Видео начинается с того, что они идут по кладбищу. Но это длится недолго, ведь почти сразу они снимают на камеру что-то страшное. I swear I keep thinking that I hear something. Oh. God damn, almost fell. Oh, I'm pretty sure I just saw something go.
I don't know what I saw. It looked like a shadow or something go to that bush. A shadow going to the bush. I don't even know how to describe it. It was like a shadow. It's over here. It's over here. Where's here? The bush. The bush. The bush. Are you sure it ain't an animal? No, I'm not sure. I'm not sure. I know that I saw something. It looked like it was flying, to be honest. Come on. It was no skunk. It was flying, whatever it was. Из ниоткуда темная тень внезапно пролетает мимо могилы к большому кусту. Но что это может быть? Некоторые зрители думают, что это летучая мышь. Другие считают, что фигура напоминает черный плащ жнеца. Еще одни склоняются к теории о том, что это птица. Фото девочек. Этого автора вы уже могли заметить в одном из моих прошлых роликов. На этот раз он отправляется в Миннесоту, на старое кладбище Виксбург. Согласно местной легенде, здесь есть надгробие, которое светится в ночи, и на нем растут цветы, с которых капает кровь. Чтобы добраться до кладбища, автор ролика должен сначала пройти по тропинке через лес. Когда он проходит примерно половину пути, он слышит это. I'm coming towards you, whoever you are. I hear somebody walking up and down this trail. Could you walk towards me? Oh my god! Holy shit! Oh my god! I'm sorry. You almost gave me a heart attack. I know I asked you to do that, but damn. Holy moly, I didn't think you were gonna actually do it. В момент, когда мужчина приближается к кладбищу, он слышит и переживает все более странные явления. После он просит духа подойти к нему. Could you walk towards me? Через несколько минут он, наконец, добирается до места назначения и входит на кладбище. В самом начале замечает разрушенное надгробие, к которому он подходит. Entering the cemetery. Alright, I'm coming over to visit. I hope you don't mind. Oh my gosh. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? Whoa. Okay, I just heard you. Когда он видит разбитое надгробие, то он спрашивает призрака, не было ли оно осквернено вандалами. И как бы не было удивительно, но призрак ему отвечает. Он только начал свое расследование и уже получил 2 веских доказательства паранормального. Но это было только начало. I heard you walking again. I would really like to get to know you. Oh, it is so scary out here. You have no idea how freaky it is. В момент, когда автор идет по тропинке, его статичной камере удалось записать нечто странное. В какой-то момент какая-то аномалия перелетает дорогу и исчезает во тьме. Не подозревая, что его камера только что что-то засняла, он идет к знаменитому надгробию, которое светится в темноте. Is anyone that haunts this gravesite? Could you show yourself somehow? I heard that this grave glows in the dark. Could you show me this phenomena? I'll shut off my light. If this grave glows, could you make it light up right now? Whoa! Holy crap!
Dude, I just seen like a light float by that tombstone. Did it just appear? I'll take my light away again. If that was you, could you appear like that again? Oh my god! It just did it again! That was freaking cool! Could you do that one more time? Oh, whoa, whoa! What the hell was that? Автор ролика просит сделать так, чтобы надгробие светилось. И в этот момент белый шар появляется из ниоткуда и пролетает сквозь надгробие. Можно сказать, что это просто совпадение, эффект от дыхания или что-то в этом роде. Но тут начинается самое интересное. Он просит призрака сделать это снова, и мы опять видим светящиеся шары, которые появляются на надгробной плите. Затем случаются еще необъяснимые явления. Забор движется сам по себе. В самом конце расследования, около 3 часов ночи, он решает сделать несколько фотографий. И то, что он увидел на одной из них, очень пугает. Would you like your picture taken? Pose for the photo. Could you smile? Alright, I'm gonna count to 3, okay? And I want you to pose for this photo. 1, 2, 3. Если вы внимательно посмотрите на это фото, то кажется, что на нем есть 2 маленькие девочки, которые стоят прямо возле могилы и смотрят в камеру. Что вы думаете обо всем этом? Удалось ли ему заснять настоящих призраков? Пора уезжать. В следующем видео мужчину по имени Эрик беспокоят странные звуки, которые доносятся из другой части его дома. Он берет свой телефон и идет узнать, что там происходит. No, yo creo que ya me voy a subir, banda, porque ya me está dando mucho miedo. La neta. Ese mamón son unas manos. Ay, güey. Parecen como de niño pequeño. Эрик ищет источник странных звуков и замечает пару рук, прижатых к стеклу. Его, естественно, пугает то, что находится по ту сторону стекла. Hola. Ay, chinga tu madre. Мама. Мужчина боится открыть дверь, чтобы посмотреть, тоже стоит по ту сторону. Он прикладывает свою ладонь к ладони, прижатой к стеклу. В момент, когда он протягивает руку, бледное лицо с широко открытым ртом показывается ненадолго перед ним. Эрик бежит, пытаясь спасти свою жизнь. Зрители были в ужасе от этого видео. Многие предполагают, что кто бы это ни был, Эрик должен покинуть этот дом. Другие посчитали это дешевой постановкой ради просмотров. Отель. Наше первое видео снято парой, которая забронировала себе одну ночь в отеле, который прославился тем, что здесь якобы живут призраки. Мужчина просто осматривает номер и показывает, что здесь на первый взгляд нет ничего необычного, кроме того, что они слышали вибрирующий шум.
Также они четко слышали звук, как какой-то предмет упал, и находиться здесь им было уже не совсем комфортно. Несмотря на странные происшествия, они решают на ночь остаться в этом отеле и поставить камеру видеонаблюдения. Утром, проверив то, что засняла камера, они поняли, что были в номере не одни. Посмотрим, что запечатлела камера. Журнал просто слетает со стола, казалось бы, сам по себе. А дальше, словно одержимая невидимой силой, кукла обращает свой взор прямо в камеру. Магазин ночью. Данный ролик был заснят на камеру видеонаблюдения ночью в складском помещении магазина. Посмотрите. Мы видим нечто, похожее на тележку на колесах, которая нагружена продуктами или чем-то вроде того. И как вдруг она начинает двигаться сама по себе. Тележка находится очень близко к стене, поэтому нельзя сказать однозначно, мог ли ее двигать человек. Как вы можете видеть, похоже, что тележка никоим образом не толкалась человеком. Дом семьи. Исследователи из следующего ролика отправились в опустевший городок, где находится большое количество заброшенных зданий, в которых в разные моменты времени находили тела. Самая страшная история из этих мест гласит о том, что в одном из этих домов была убита целая семья. С тех пор люди стали замечать таинственные темные фигуры, блуждающие вокруг здания. Исследователи решили поехать именно туда. Niños, ¿están aquí con nosotros? ¿Necesitan ayuda? Guau, güey. Guau con lo que está pasando, ¿eh? Se escuchó de acá, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste ese grito también? Como con risa. Пересекая огромную территорию, мужчины слышат крики из соседнего здания. Посмотрев туда, они заметили что-то в одном из окон. Когда один из них светит фонариком в сторону здания, мы видим черную фигуру, которая быстро двигается. Увидев это, они не испугались, как это делают многие, и быстро зашли внутрь, но там уже никого не было. Ay, cabrón. Verga, me asustó. Me asustó la sombra del árbol de aquí de afuera, güey. Estoy bastante nervioso, güey. Me asustó la sombra de este árbol, güey. ¡A la madre! ¡Hey! Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. ¡La madre! ¡Qué verga! ¡Qué verga fue eso, güey! Неожиданно в дырке стены очередной комнаты один из них замечает руку маленького ребенка.
который после того, как его заметили, быстро исчезает из поля зрения. Команда еще раз проверяет все здание, но снова никого не находит. Mira, quiero que observes ese dibujo que está ahí. Es el de un hombre, güey. El de un hombre, güey. Y mírale la mirada, güey. Está súper tétrico. Muy, muy tétrico, güey. Ay, no. Todavía se escucha, güey. Todavía se escucha el grito de las niñas. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué chingados es eso, güey? ¿Qué? Ven. Allá enfrente, güey. Justo ahí. Volví a ver a la mujer, güey. No mames, Kevin. Justo ahí, te lo juro. На этот раз в здании напротив они видят что-то пугающее. Таинственная женская фигура перемещается по комнатам. Увидев это, исследователи сразу же идут к зданию, где они это увидели, но там снова никого не оказалось. Кто-то в школе. Это видео было загружено в TikTok. Мужчина, который работает охранником в школе, получил информацию о том, что кто-то был обнаружен на одном из верхних этажей здания. Поэтому он решил проверить записи с камеры видеонаблюдения. От того, что он увидел, кровь стынет в жилах. На последнем этаже школы видна таинственная темная тень. Кто это или что это, остается загадкой. Хочется отметить, что скорость движения этой тени очень быстрая, поэтому это не может быть человеком. Зрители ТикТока были сильно напуганы этим видео. Многие, как всегда, убеждены, что это видео подлинное. Призрак у двери. В описании следующего видео автор ролика упоминает, что рядом с кладбищем, где было записано видео, находится старый склад, на котором несколько лет назад проводился обряд экзорцизма. И, как говорят местные, это вызвало активность полтергейста в округе. Пугающая атмосфера на кладбище внушала охранникам и рабочим страх, и в итоге многие из них отказывались работать здесь по ночам из-за страха встречи с призраками. Команда охотников за привидениями сняла на том самом кладбище довольно любопытное видео. Посмотрите. See it? Do you see it? Вы это увидели? Камера снимает кладбище, и тут человек, который держит ее, замечает что-то рядом с церковью. Если увеличить фрагмент, то можно увидеть нечто, похожее на призрачную фигуру женщины, стоящую у двери в церковь. Мужчина спрашивает: «Видишь ли ты это?», на что девушка рядом отвечает утвердительно. И после этого таинственная фигура растворяется в воздухе. Зрители разделились во мнениях насчет этого видео. Некоторые считают, что оно настоящее, а некоторые говорят, что призрак был добавлен во время монтажа. Атака. Следующее видео было снято на камеру видеонаблюдения. Мужчина заходит в помещение, и происходит нечто странное. Из ниоткуда за его спиной появляется темная тень и с силой толкает его сзади. Это видео стало вирусным в испанских социальных сетях и вызвало кучу споров. Многие зрители считают, что это теневая фигура, которая пытается измучить свою жертву. Однако другие говорят, что это просто постановка или глюк камеры. Просто игра. Следующее видео было опубликовано женщиной по имени Лори Гаунс, которая утверждает,
что на видео, снятом несколько лет назад, было запечатлено что-то очень странное. Девочка в этом ролике – дочь двоюродного брата Лори, которой около 10 лет. По словам Лори, девочка просто хотела снять, как играет, когда произошло что-то довольно жуткое. Hola logueristas, hoy estamos en un nuevo video para mi canal y hoy voy a estar mostrando las cositas, tenedores y todas las cositas de cocina que tengo para jugar. Видео начинается с того, что маленькая девочка играет со своими игрушками, устраивает шоу и рассказывает о кухонном наборе, который ей недавно подарили. Давайте посмотрим. Bueno, empecemos. Primero tengo este cuchillo, es muy lindo. Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. ¿Sí? Pues tengo esto, cuchara, una cuchilla filosa. Ahora tengo dos tenedores así, uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Pues tener... Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Pues las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo. ¿Sí? Сначала, когда кукла немного пошевелилась и около нее упал стаканчик, девочка не придала этому значения. Но заметив, что рука куклы поднимается сама по себе, девочка оборачивается и начинает паниковать. Лори рассказала, что несмотря на то, что прошло уже несколько лет, нечто продолжает преследовать эту девочку по сей день. Пара рук. Однажды ночью женщина была одна дома и увидела кое-что потустороннее. Посмотрите кадры, которые она засняла. Sora, subí. Ay, no, ya están. Nera. Пара оторванных рук находится на лестнице. Женщина их замечает и зовет свою собаку Сору. Sora, subí. Ay, no, ya están. Она быстро спускается по лестнице, но они сразу пропадают. Кстати, собака тоже отреагировала лаем, что еще раз подтверждает присутствие паранормальных сил. В темноте. Автор следующего ролика рассказал, что он часто просыпается ночью и слышит странные звуки в своем доме. Однажды ночью все стало хуже, и звуки не прекращались. В конце концов, он взял свою камеру в надежде заснять то, что издавало эти звуки. Посмотрите, что он увидел. Когда свет выключен, кажется, что на столе сидит темная фигура. Однако, когда свет горит, там ничего нет. Тень, кажется, не соответствует ни одному из предметов в комнате, что делает это видео довольно тревожным. Дом Гарри. Следующее видео записано мужчиной по имени Гарри, который экспериментировал с доской для спиритических сеансов ради развлечения, предполагая, что это не причинит никакого вреда. Однако несколько ночей спустя его разбудило нечто неожиданное. Смотрите сами. A deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a seance. But I have a skill you might like. What the fuck? Want to try it?
Мы видим, что после того, как Гарри и его супругу разбудили странные звуки, дверь в их спальне открылась сама по себе. После этого мужчина отправился посмотреть, что происходит. Hello? Oh my God! Он услышал лай собаки, который доносился прямо из подвала, а также звуки того, как дверь открывается и закрывается. Гарри решает спуститься в подвал и осмотреть его. Как только он подходит к двери, оттуда доносятся странные звуки. Она распахивается, открывая темную комнату. Кажется, что-то пыталось заманить его внутрь, но, к счастью, Гарри быстро скрылся с места происшествия. Через 4 дня Гарри снова снял кое-что необычное у себя в доме. Книжный шкаф открылся сам по себе. Люстра в коридоре начала качаться. Гарри тянется к люстре, чтобы остановить ее непроизвольные качания, но свет во всем доме гаснет, будто здесь присутствует что-то паранормальное. И если мы присмотримся, в одной из тускло освещенных комнат можно было увидеть темную фигуру. Голос ребенка. Следующее видео было опубликовано на Reddit. Мужчина рассказал, что в новом доме в одной из комнат он услышал голос своего ребенка, который в это время спал в своей комнате. При этом мы можем увидеть движение кресла-качалки и приставки для ног. Это выглядит так, как кто-то или что-то хотели привлечь внимание этого мужчины при помощи его маленького ребенка. Несмотря на то, что видео короткое, оно напугало многих зрителей, которые его посмотрели. Разговор с призраком. Автор следующего ролика загрузил видео, в котором он ночью бродит по кладбищу, и, как утверждается, это кладбище с привидениями. Изначально это звучит как плохая идея, но он все равно идет вперед и проводит свое расследование. В какой-то момент видео можно услышать, как он разговаривает с духом вслух, а затем через несколько секунд случается следующее. Вдалеке можно увидеть что-то похожее на призрака, который перемещается перед камерой.
а затем исчезает без следа. Это видео довольно старое, однако до сих пор оно очень активно обсуждается. Поезд. Это видео было снято обычным пользователем YouTube, который точно не ожидал, что когда едешь в поезде, можно увидеть такое. Давайте посмотрим. Место в Австралии – долина Баросса. Как говорят, хорошо известно тем, что здесь обитают призраки. Поезд медленно движется по сельской местности, а затем прямо перед ними появляется белая фигура, идущая по рельсам. Автор видео сказал, что это похоже на призрака в длинном белом платье, который медленно идет по рельсам. Многие пользователи считают, что это видео реально. А проживающие рядом с этим районом люди рассказывают, что здесь действительно обитает множество призраков. Данный район железнодорожной линии печально известен тем, что его преследуют призраки из-за крушения поезда в конце 18 века. Здесь можно услышать множество историй о призраках, пересекающих рельсы, что в итоге приводило к дальнейшим крушениям. Плывущая душа. Мужчина по имени Эндрю выложил видео о том, как он заснял нечто в офисном здании, где проводились ремонтные работы. Однажды один охранник заметил что-то похожее на поток дыма, который идет из офиса в коридор. Охранник, мягко говоря, был сбит с толку. Комментарии от зрителей сводились к тому, что это был либо дым от строительной пыли, либо нечто похожее на выходящую душу. Но я хочу отметить, что при перемещении этой белой воздушной субстанции мы можем увидеть, как на долю секунды изменился свет в офисе. А как говорят, потусторонние силы точно могут управлять светом. Можете ли вы понять, что это было? Возможно, это свет, блик, строительная пыль? Дом под контролем. Девушка из TikTok, которая выложила это видео, утверждает, что ее дом находится под контролем злобного полтергейста. С некоторых пор в ее доме стали происходить необъяснимые явления, поэтому было решено установить камеры видеонаблюдения. Сначала кажется, что девушка просто отдыхает у телевизора, и в этом видео нет ничего особенного, но смотрите дальше. Цветочный горшок, который стоял у телевизора, падает сам по себе. Девушка действительно не знает, что делать с этой активностью дома, и просит помощи своих зрителей. Однажды ночью пару разбудил шум, и это их не на шутку испугало.
Эту ночь они не забудут никогда в жизни. Тогда они услышали шум из подвала в своем доме, взяли камеру и решили спуститься туда. What do I know? You don't know. What if something happens? We don't have any explanation for it. Like I said last time, we don't record everything. You don't record it, you don't. You can explain that? So I'm tired. Yeah, exactly. This is the 50th freaking night in a row. Things happen. I think you're exaggerating. Look, it's a basement. Yeah. The fuck is that? Yeah, that happens. What the fuck? Okay, we need to go. 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 Oh, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Fuck. Let's go. Go. Go upstairs. Спустившись вниз, полтергейст начинает играть с ними и передвигать предметы. Девушка уверена, что все, что происходит в доме, это реальная паранормальная активность. Ночная смена. Для многих охранников, работающих в ночные смены, все проходит относительно тихо, так как большая часть населения спит. К сожалению, это не относится к охраннику из следующего видео. В ролике показаны кадры с камеры видеонаблюдения, снятые во время смены ночного охранника. На кадрах он сидит за своим столом, и все кажется спокойно, но тут происходит что-то жуткое. Мы можем видеть то, что выглядит как прозрачная фигура. Явно обеспокоенный охранник откидывается на спинку стула, после чего встает на несколько секунд, поднимает руки и указывает на камеру. В замедленной съемке крупным планом можно увидеть призрачную фигуру, а охранник лично видел это нечто, когда оно проходило рядом с ним. Зрители этого видео были уверены, что на этих кадрах виден настоящий призрак. Они также отметили, что реакция охранника была искренней. Был высказан ряд предположений относительно того, кем может быть данная фигура. От духа человека, который бродит по зданию, до призрака животного или даже явления демона. Что-то за дверью. Следующее видео родом из Японии, и автор утверждает, что оно на 100% является подлинным. Посмотрите. Довольно агрессивно что-то или кто-то шевелит ручкой входной двери. Затем нечто на несколько секунд показывает себя. Это таинственная фигура значительных размеров, не похожая на человека. Как только фигура исчезает, напуганный мужчина открывает дверь и обнаруживает следы этого нечто. Больше информации о данном видео нет. Старый замок. Следующее видео было снято детьми, когда они прогуливались с мамой вблизи старинного замка. Посмотрим, что они засняли.
Темную прозрачную фигуру в капюшоне можно увидеть неподвижно стоящей в лесу. Судя по звуку, дети замечают это первыми. Этот жуткий ролик, который был загружен уже довольно давно, заставил зрителей поверить в его реальность. Странная фигура. Молодой человек по имени Адриан снял видео о том, как пару месяцев назад он настраивал игровую приставку и заснял кое-что ужасающее. По его истории, он просто хотел записать небольшое видео о своей приставке. Но в ту секунду, когда он отвлекся, так как за его ногу зацепился провод, на камере удалось запечатлеть странную фигуру. Если посмотреть в телевизор, то мы можем увидеть, как перед диваном стоит зловещая фигура. Молодой человек утверждает, что в комнате больше никого не было. Кто-то в кафе. Кадры следующего видео имеют неизвестное происхождение. Однако можно предположить, что они сделаны в каком-то кафе или столовой. Посмотрите, что удалось заснять камерам видеонаблюдения. В задней части комнаты вы можете увидеть что-то похожее на тень, которая движется справа налево. Если увеличить и замедлить видео, то видно, как она медленно плывет по стене. Как и у многих коротких видео, и об этом нет никакой информации, поэтому довольно сложно это комментировать. Однако сам ролик выглядит довольно загадочно. Дух предыдущего владельца. Следующее видео было заснято в доме с темным прошлым. По слухам, предыдущий житель был кем-то одержим и скончался прямо перед дверью в этом доме. Очередного владельца стали беспокоить странные звуки, и он попросил экспертов по паранормальному, которые, кстати, имеют свой YouTube-канал, разобраться, что происходит. Автор ролика установил камеры и стал ждать. Смотрите, что происходит в первую ночь. Камера фиксирует набор бумаги, который каким-то образом падает со шкафа сам по себе. Через несколько дней после увиденного владельцы дома уехали оттуда и не захотели видеть другие проявления паранормального. Дом стал пустым, но автор ролика продолжил снимать его в течение нескольких следующих ночей. И теперь одна из камер фиксирует нечто более жуткое. Внутри пустого дома дверь открывается сама по себе, а затем в дверном проеме можно увидеть то, что кажется бледно-белой фигурой. Потрясенный увиденным, автор ролика решил посмотреть все кадры, начиная с того момента, когда камера была еще не в пустом доме. И то, что он обнаружил, просматривая часы отснятого материала, было по-настоящему жутким. Вот что он нашел.
мы видим, как хозяин дома входит в гостиную и просто стоит неподвижно. Он опускается на пол рядом с дверью, той самой дверью, где умер предыдущий владелец. Он сидит и не замечает камеру и кошку, проходящую рядом, как будто человек, сидящий там, на самом деле не тем, кем кажется. После он просто встает и выходит из комнаты. Зрители были шокированы заснятым материалом. Многие предполагают, что в доме обитает призрак предыдущего владельца. Другие верят, что та таинственная бледная фигура является зловещим темным существом, которое может вселяться в людей. Кто за рулем? Следующее видео облетело многие новостные порталы в интернете. Сами кадры были сняты в Нью-Йорке, в одном из мест, где, по словам местных жителей, уже давно обитают привидения. Давайте посмотрим видео. На ролике виден велосипед, который движется по тротуару, но за его рулем никого нет. Он медленно движется до тех пор, пока не падает на бок. На этом видео заканчивается. Не уточняется, был ли в тот день сильный ветер или что-то в этом роде. Но даже если бы он был, велосипед скорее всего не смог двигаться именно так, как показано в видео. Так что же здесь происходит? Сложно сказать наверняка, так как не хватает больше информации о ролике. Мистер Фриц. Наше следующее видео связано с довольно известной куклой. Для тех, кто возможно не знает, это одна из самых печально известных кукол чревовещателей в мире. Куклу по прозвищу Мистер Фриц сделали заключенные фашистского концлагеря для военнопленных. А после войны она попала в США и много лет пролежала на полке антикварного магазина в Калифорнии. К тому моменту, как ее приобрел британец Майкл Даймонд, от куклы осталась лишь голова. Ее тело пришло в полную негодность. В сентябре 2019 года Даймонд заметил, что дверца ящика, где стоит голова куклы, открыта. Он закрыл ее, но на следующее утро дверца снова была открыта. Как утверждает автор, в этой комнате нет сквозняка и открывающихся окон, а дверца, хотя и не закрыта на замок, прикрывается довольно плотно на защелку. Поэтому Даймонд решил поставить напротив куклы камеру видеонаблюдения, которая засняла жуткий момент. У головы куклы сами по себе шире открылись глаза, после чего дверь ящика распахнулась, а спустя некоторое время кукла прикрыла глаза, задергала ртом, словно пытаясь что-то сказать. Как говорит автор, такой же момент был заснят на камеру и на следующий день. Сам владелец Даймонд никуда жуткую куклу убирать не хочет. При этом он говорит, что не нашел никаких логических ответов на то, что произошло с куклой. Злой дух. Следующее видео загружено на один из YouTube каналов. Многие люди, которые имеют дело с паранормальной активностью, считают, что дом или территория могут быть очищены от негативной энергии, либо злых духов сжиганием шалфея. И человек в следующем страшном видео, которого зовут Ллойд, решил попробовать это сделать, так как в его доме происходят странные события. Here, I don't know if this works. I got this at the free market at Vila Market or whatever. You know what I'm saying? Yo! Yo, what's going on?
Видите, кресло слева от него начало слегка смещаться. Первое движение при этом настолько небольшое, что он даже не поднимает глаз. И когда это происходит вновь, он все еще этого не замечает. Но все меняется через несколько секунд, когда кресло внезапно падает на пол с грохотом. Тогда мужчина уже не мог не заметить этого, поэтому он вскакивает от испуга. Мужчина смотрит на стул, не зная, что делать. Не на шутку испуганный, он понял, что в его жилище точно кто-то обитает. Однажды в офисе. Считается, что паранормальные сущности могут принимать разные типы форм. Как вы уже поняли из предыдущих роликов, одной из самых распространенных является форма теневой фигуры. Следующий ролик был опубликован на YouTube, и на видео запечатлен офис, в котором на камеру было заснято нечто очень интересное. Первые 25 секунд ничего не происходит. Можно видеть лишь кадры офиса, однако после на камеру попадает нечто странное. Мы видим, как небольшая черная тень появляется возле дверного проема офисного помещения. Она медленно поднимается над полом, а затем, превращаясь в странный туман, передвигается над столом и стулом. Что особенно странно в этой тени, так это ее превращение за несколько секунд из темной фигуры в некое черное облако. Музей с привидениями. В следующем видео любители паранормального сняли на видео куклу, которую называют самой жуткой куклой Британии. Мужчина по имени Крейг и его команда занимаются не только охотой за паранормальной активностью. У них даже есть свой собственный музей с привидениями. У этой куклы интересная история. Одна дама из Стаффорда подарила ее этой команде, так как чувствовала себя некомфортно с этой куклой. Ей мерещилось чужое присутствие. Любители паранормального, снимающие на видео куклу, застали ее в момент, когда она раскачивается на кресле качалки в том самом музее. Давайте посмотрим. Мы видим, как кукла начинает быстро раскачиваться, без каких-либо признаков присутствия посторонних людей. Кукла. Шут. Следующее видео снято одним тиктокером по имени Джейкоб, который унаследовал дом своей бабушки, в котором теперь живет. Во время уборки вещей своей бабушки он находит старинную антикварную куклу Шута и решает оставить ее себе. Он решил, что она должна находиться вместе с ним в его спальне, поэтому оставил ее на комоде. Но это была плохая идея. Однажды ночью Джейкоб проснулся от звуков в своей спальне. Когда он пошел проверить, что же за дверью, то ничего там не обнаружил. Вернувшись в спальню, молодой человек обнаруживает, что кукла Шут поменяла свое расположение и устремила взгляд прямо на него. Вскоре после публикации этого видео Джейкоб просто исчез из сети почти на 7 месяцев. Когда он вернулся, то рассказал, что занимался восстановлением и ремонтом в доме и перевез куклу Шута в отдельную комнату. А за 7 месяцев ничего подозрительного не происходило. Но однажды ночью Джейкоб снова просыпается от странного звука.
Он встает, чтобы разобраться, но не находит ничего необычного. Вскоре он слышит громкие шаги, будто кто-то идет прямо за ним. Потом дверь в кукольную комнату медленно открывается, и когда он оборачивается, кукла, кажется, смотрит прямо на него. Джейкоб был напуган и решил оставить эту куклу в подвале и установить камеру видеонаблюдения, чтобы следить за происходящим. Всего через несколько дней после того, как он положил куклу Шута в подвал, начинают происходить жуткие события. Вокруг этой куклы можно увидеть странные тени. Но это еще далеко не все, что зафиксировала камера. Посмотрим дальше. Рука куклы движется сама по себе, как раз перед тем, как лампочка в подвале взрывается. Несмотря ни на что, Джейкоб продолжает съемки, но кажется, что кукла этого не хочет. На последнем видео от Джейкоба камера переворачивается и падает без объяснения причин. Автор видео считает, что он, возможно, унаследовал дом с привидениями, и теперь он не хочет, чтобы кукла была рядом с ним, и будет продолжать держать ее в подвале. Полтергейст. Видео снято ночью камерой видеонаблюдения внутри дома, пока все спали. Первым признаком того, что здесь обитает что-то потустороннее, является то, что ящик под раковиной открывается сам по себе. Он остается в таком состоянии в течение нескольких секунд, прежде чем снова закрывается сам по себе. На несколько секунд все затихает, но затем шкаф справа от камеры открывается сам по себе. И уже через несколько мгновений он также закрывается сам по себе. Кажется, на этой кухне все возвращается в нормальное русло. Но через некоторое время предмет, который был помещен на кухонный стол справа от раковины, падает в раковину. Казалось бы, эти кадры были записаны, когда кухня была пустой. Только представьте, как бы это могло напугать жителей этого дома, будь они на кухне в это время. Кто-то в доме. Данное видео было опубликовано на Reddit. Однажды автор ролика услышал странный шум внутри своего дома. Он пошел посмотреть, не пробрался ли кто-нибудь внутрь, но никого не нашел. Не зная, что произошло, он решил проверить камеру видеонаблюдения, чтобы увидеть, что случилось. Посмотрите, что сняла камера.
Сначала это сложно увидеть, но если мы немного осветлим видео, вы увидите темную тень, которая проплывает в верхней части кадра. Жуткий ролик напугал сообщество Reddit, и многие назвали это нечто призраком. Легенда о Джинне. Ютубер на своем канале выложил это видео. Как он предполагает, там был джин. Он снимал видео в заброшенном здании, но столкнулся с необычной и мистической фигурой. Только посмотрите на это. Bana benim dilimde konuş. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Единственное, что является более жутким, чем его внешний вид, это его голос. Многие зрители в комментариях писали, что согласны с тем, что это джин. Как известно, по легендам джинны часто обитают в заброшенных зданиях, где есть какие-либо нечистоты. Напротив школы. Человек, который загрузил это жуткое видео в ТикТок, утверждает, что оно было снято в средней школе Эль-Пасо в Техасе. В этом здании, как он утверждает, обитает привидение. Мы видим образ мужчины, который стоит в одном из окон здания. Этот страшный клип снят из здания через дорогу от школы в ночное время. По мнению зрителей, это действительно похоже на призрака, который наблюдает сверху за прохожими. Если мы увеличим видео, то мы увидим странную фигуру. Кажется, что он смотрит прямо в камеру, и у него жуткое бледное лицо. И можно услышать, как человек, который снимает, говорит, что он похож на мужчину, но затем он испытывает шок, когда фигура внезапно исчезает у него на глазах. Когда видео заканчивается, автор ролика остается в полном недоумении от происходящего. Бармен. Следующее видео было снято поздней ночью. Камера видеонаблюдения, которая находилась у барной стойки, запечатлела движение. Если присмотреться, то можно увидеть призрака, который стоит за барной стойкой. Отметим, что на тот момент бар был закрыт, и ранее ничего потустороннего там не было замечено. История игрушек. На следующем видео дети, кажется, просто хотели показать фокусы и заснять их на камеру. Автор, который загрузил это видео, утверждает, что кукла была замечена уже после просмотра видео. Когда дети развлекаются, мы видим, что за их спиной медленно поднимается кукла, которая просто лежала на спине. Автор отмечает, что это не какая-то старая антикварная кукла, за которой стоит длинная страшная история, а простая кукла из истории игрушек.